Сюда. Главный судья соревнований, судья международной категории Николай Николаев, город Якутск. Главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапов, город Якутск. Все поединки пройдут по 2 коврам. Итак, на ковре А квалификационные поединки весовой категории до 61 килограмма приглашаются Александр Балуров, Дмитрий Аксенов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б квалификационные поединки весовой категории до 70 килограммов приглашаются Максим Лебедев, Константин Ефимов, представители команды Республики Саха.
Доброе утро, уважаемые любители вольной борьбы. Мы начинаем второй завершающий соревновательный день чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе. Дисциплина вольная борьба, мужчины и женщины. Сегодня мы с вами посмотрим схватки в 5 весовых категориях. Это весовая категория до 61, до 70, до 79, 92 и 125 килограммов. Сразу скажу нашим зрителям, что сегодня у нас соревнования будут без перерыва проходить, то есть практически сразу после полуфиналов у нас начнутся финалы. Небольшое время для отдыха нашим спортсменам, и сразу же будет проходить борьба за медали. Сейчас на мате А и на ковре Б уже начинаются схватки в двух весах. Стадия квалификации в весовой категории до 61 килограмма на ковре А. Перед вами два спортсмена из Республики Саха-Якутия: Александр Балуров и Дмитрий Аксенов. На ковре Б весовая категория до 70 килограммов. Здесь борьбу ведут Максим Лебедев, Республика Саха, и Константин Ефимов, тоже Республика Саха-Якутия. Обратим внимание на ковер А. Здесь у нас выступает один из, скажем, титулованных спортсменов наших соревнований. Это Дмитрий Аксенов. Он является призером чемпионата России и, конечно же, безусловно, считается здесь одним из главных претендентов на главные награды нашего турнира. Ну и 61 у нас также есть здесь достаточно ровный состав, и есть сильные гости, в том числе из Бурятии, да, несколько спортсменов также будут здесь выступать. Это Тамир Гармаев из Бурятии, Чемит Шамсаранов. А в весовой категории до 70 килограммов мы увидим выступления также и наших спортсменов, ну и гостей тоже. В том числе из Бурятии будет выступать Булат Батоев, Нарек Саакян из Хабаровского края, ну а наш и Гагик Тунян, Еврейская автономная область. В общем, достаточно большая география борцов. Давайте посмотрим на ковер. Пока мы видим без баллов. Борьба идет достаточно упорная. И сейчас будем следить за ходом схваток. Также в весовой категории до 79 килограммов тоже довольно интересные схватки нас с вами ждут. Из Республики Саха-Якутия в этом весе заявлены наши сильнейшие мастера Герман Устинов, Тимур Николаев. И с ними будут борьбу за медали вести очень много гостей из различных регионов. Ну, мы дождемся, когда пойдут схватки в этих весах. Сразу после схваток в весовой категории до 61 килограмма они выйдут на ковре А. Также у нас по круговой системе будут проходить схватки в тяжелых весах до 92 килограммов и до 125. Так что посмотрим. Очень тоже интересные схватки будут нас ждать в первый день, как вы знаете, да, у нас в составе сборной Республики Саха-Якутия 5 золотых медалей из 5 весовых категорий. И, конечно, это очень, скажем, хороший, даже отличный результат в первый день. Давайте далее смотреть. Мы сейчас увидели, да, как на ковре Б 5-0 сейчас идет Ефимов. Константин Ефимов. Секундирует ему чемпион России Егор Пономарев. Сейчас он является тренером юношеской сборной нашей республики. В своем возрасте он работает. И Аксенов Дмитрий пока ведет со счетом 1-0 на ковре А.
На ковре А квалификационный поединок. Неудачно начал спортивный год на чемпионате России Дмитрий Аксенов. Я думаю, что это наверняка его подстегнуло и задело, наверное, его самолюбие, да? И я думаю, что здесь, на чемпионате дальнего востока, он должен был подойти в очень хорошей форме. Пока он ведет 1-0. Мы видим, Балуров Александр тоже активно начал второй период. Он уступает, хотя и с небольшим счетом, но он должен сейчас показывать активность. В случае, если Аксенов уйдет в глухую защиту, то арбитр уже будет вынужден отсчитывать 30 секунд. А нет, здесь пока баллов нет. Размена. И предупреждение сейчас, да? Аксенову, что может быть таким звоночком, да, в его адрес. Если он сейчас не будет более активно бороться, то получит предупреждение от арбитра и уже будет вынужден форсировать события. Снова свисток. Да, и 30 секунд уже Дмитрий Аксенов сейчас должен за это время совершить результативное действие, иначе 1-1. Да, и за ковер выталкивает Дмитрий Аксенов и делает счет 2-0. Полторы минуты еще бороться. На ковре Б Алексей Ефимов ведет, Константин Ефимов ведет со счетом уже 6-0, 7-0. Сейчас снова за ковер вытолкал. Минута остается, а на ковре А пока счет неизменный. 2-0 ведет Дмитрий Аксенов. После этой схватки на ковре А мы ждем Александра Авелова и Джолстана Седалищева. Далее Нургун Терентьев и Тамир Гармаев. Петр Константинов и Манчары Ильинов. Буян Баяман, Жамсаранов Чемир. Семен Владимиров и Петр Гоголев. На ковре Б после этой схватки мы ждем Владислава Кривошапкина. Он будет бороться с Егором Захаровым. Тоже будет очень интересная схватка. Конкурентная. И еще один балл у Дмитрия Аксенова. 3-0 ведет. 20 секунд остается. Снова за ковер вытолкнул соперника. Взял балл. На ковре Б победу одержал Константин Ефимов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б Константин Ефимов выиграл На со ковер Б счетом 7-0. приглашаются Владислав Кривошапкин, Егор Захаров, представители команды Республики Саха-Якутия. Дмитрий Аксенов выиграл со счетом 3-1. На ковре А победу одержал Дмитрий Аксенов, Республика Саха-Якутия. Да, а на ковре Б уже спортсмены вышли. На ковер А Смотрим за приглашаются схваткой Владислава Александр Кривошапкина Авелов, и Егора Захарова. Седалищев, представители команды Республики Саха-Якутия.
пока нули на обеих коврах. На ковре А также у нас спортсмены начали схватку. Александр Авелов и Джулус Седалищев, оба спортсмена сборной республики. Сейчас Авелов зарабатывает 2 балла, еще один накат, 2 наката, 6-0 сейчас счет схватки уже. За минуту с лишним успел набрать в одной атаке 6 баллов Авелов. Снова Авелов сейчас 2 балла зарабатывает, 8-0. И в партере просто удерживает, не стал работать сейчас. А на ковре Б у Кривошапкина 1 балл в первом периоде. Ну, за счет предупреждения. Егор Захаров тем временем переводит за спину, выходит. И работает сейчас... Нет, не сделал сейчас. Переворот 2-1 ведет Егор Захаров. Заканчивается у нас первый период на ковре Б. На ковре А Александр Авелов одерживает уверенную На ковре победу. А Заявно чистую техническую победу одержал Александр преимуществом Авелов, 10-0. Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Нюргун Терентьев, Республика Саха-Якутия, Тамир Кармаев, Республика Бурятия. На ковре А сейчас вызывается Нюргун Терентьев и Тамир Гармаев. Терентьев, Республика Саха-Якутия, Гармаев, Республика Бурятия. На ковре А ввиду неявки спортсмена победа присуждается Нюргуну Терентьеву. Да, к Республика сожалению, Тамир Саха-Якутия. Гармаев не вышел на ковер и На ковер А Нюргун Терентьев приглашаются Петр Константинов, выигрывает схватку. Манчары Ильинов, представители команды Республики Саха-Якутия. Вызывается на ковера Петр Константинов, призер первенства мира, и Манчары Ильинов, также Республика Саха-Якутия. На ковре Б тем временем у нас второй период интересной схватки весовой категории до 70 килограммов. Владислав Кривошапкин и Егор Захаров. 2-1 ведет Егор Захаров, представитель Татинского улуса. Сейчас еще 2 балла, 4-1 ведет Егор, работает в партере. 4-1 все-таки. На ковре А Петр Константинов, Манчары Ильинов. Также напомню, что призеры нашего чемпионата получают право выступить на чемпионате России. И для любого спортсмена, конечно, это главная задача — войти в число медалистов. А у нас уже после этого круга уже начнется стадия 1/4 финала. Два балла сейчас зарабатывает Ильинов, Манчары. Довольно неожиданное начало схватки. На ковре Б последняя минута схватки весовой категории до 70 килограммов. Владислав Кривошапкин и Егор Захаров. 4-1 счет схватки в пользу Захарова, но из
секунд еще есть у Владислава. Секунд. Пытается найти захват Владислав. Сделать бросок. Конечно, его 2 балла уже не спасут. Надо сделать амплитудный бросок на 4 балла. Как минимум. Вот поэтому со стойки он пытается сделать бросок. Но не получается. 9 секунд. За ковер уходит Егор Захаров. И 1 балл его сопернику. 4-2. Но сейчас уже 2 балла могут принести ему победу. Еще 1 балл. Он достаточно, на самом деле, рискованный ход. Даже 2 балла почему-то показывает. На табло 2 балла. Посмотрим, что там. Арбитр Ильшатов, руководитель ковра. Тем временем Петр Константинов на ковре А зарабатывает 2 балла и сравнивает счет 2-2. На ковре Б мы посмотрим, чем же все-таки закончится схватка. Вот. Зря, наверное, Егор Захаров так рисковал, доводил дело до судейского решения, какого-то спора. Вел достаточно уверенно со счетом 4-1 и ходили глухую оборону. Это чревато. На самом деле, если уход борца на последних секундах имеет значение, имеется в виду, если он уходит явно от борьбы и пытается отдать сопернику балл, то арбитр может присудить еще 1 балл. То есть уже 2 балла он может дать его сопернику за то, что, во-первых, спортсмен уклоняется от борьбы, а во-вторых, за то, что он вышел в супервизор. На ковре Б победу одержал Егор Захаров. Но здесь он выиграл Саха-Якутия. 4-4. Видимо, может, по качеству выиграл, да. На ковер Б приглашаются Булат Батоев, Республика Бурятия, Егор Герасимов, Республика Саха-Якутия. Петр Константинов на ковре А. Первый период завершается счетом 6-2 На в ковре свою А. пользу. Конечно, он гораздо опытней, ну и по возрасту он постарше будет. Так что я думаю, здесь он такой большим фаворитом выступает. А на ковре Б сейчас будет схватка между Булатом Батоевым, Республика Бурятия, и Егором Герасимовым, Республика На ковре Б Саха-Якутия. ввиду неявки спортсмена победа присуждается Снова Егору не Герасимову, выходит Булат Республика Батоев, Бурятия, Саха-Якутия. и Егор Герасимов выходит в следующий круг. На ковер Б приглашаются Нюргун Андреев, Республика Саха-Якутия, Нарик На ковер Б Саакян, Хабаровский вызывается край. Нюргун Андреев, Республика Саха-Якутия, и Нарик Саакян, Хабаровский край. Будем надеяться, что схватка все-таки начнется. На ковре А Петр Константинов со счетом 6-2 ведет. Посмотрим, как он себя проявит во второй трехминутке. На ковер Б приглашается Нюргун Андреев. Арбитр пока не показывает никому бороться активнее, хотя во втором периоде ни одного балла еще не разыграно. 6-2 счет неизменный идет, минута 20 остается. Он сейчас показывает. И, скорее всего, сейчас будет свисток, да, и
пока устное замечание. На ковре Б вышли у нас спортсмены весовой категории до 70 килограммов. В красном углу Нургун Андреев, а в синем трико Нарик Саакян, Хабаровский край. Еще один бросок от Петра Константинова. 2 балла. 9-2. Но мы посмотрим сейчас за ковром Б больше. Или внимание нашему гостю из Хабаровского края. Нарик Саакян против Нургуна Андреева. Опять же бездействие сейчас, и арбитр 30 секунд отсчитывает. Пока такая толкотня, прямо скажем, да, без активных действий. 1 балл сейчас будет у Андреева. Тем временем на ковре А победу одерживает Петр Константинов со счетом 11-2. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Петр Константинов, Республика Саха. Вызывается на ковер А Биян Баяман, ковер Республика А Саха, и приглашается Чемит Джамсаранов, Баян Республика Бурятия. Республика Саха-Якутия, Чемит Джамсаранов, Республика Бурятия. Также посмотрим за ковром А. Чемит Джамсаранов, гость из Бурятии, и Баян Баяман. 2 балла Баян Баяман сразу же на первых секундах зарабатывает. И сейчас в таком опасном положении держит спортсмена. Но арбитр поднимает цену На ковре ковра. Б весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Нургун Андреев и его соперник. В синем трико представитель команды Хабаровского края Нарик Саакян. Еще одна атака от Баяна Баямана. Нельзя сейчас 2 балла. Чуть не накрылся, наверное, сейчас. 2 балла. 4-0. Работает в партере активно Баян. На ковре Б 3-0 ведет Андреев.
Жамсаранов первый балл зарабатывает, вывел за ковер Баямана. Один. Последняя минута первого периода. И первый период, видимо, так и заканчивается со счетом 4-1 на ковре А в пользу Баяна Баямана. На ковре А весовой категории до 61 килограмма поединок ведут На ковре Б последняя минута, 38 секунд остается до конца поединка, ведет Нергун Андреев со счетом 3-0. Очень активно сейчас работал Саакян, но бросок его не получился. За спину вышел Андреев и еще 2 балла зарабатывает. 5-0 ведет. 18 секунд остается. Поднимает арбитр центр ковра. На ковре А Жамсаранов еще 2 балла зарабатывает, и уже его преимущество Баямана сокращается до 1 балла, 3-4. Республика Саха-Якутия. Жамсаранов очень активно начал с первых секунд схватку во втором поединке На и ковер Б приглашаются еще 2 балла заработал. Владимиров, Константин Нергун Андреев Павлов, довел представители команды победу Республики Саха-Якутия. до конца, победный счет. И сейчас на ковер Б приглашаются Вальтер Владимиров и Константин Капранов, оба Республика Саха-Якутия. На ковре А очень интересная схватка, еще 2 минуты между борцами из Республики Саха-Якутия и Республики Бурятия. Очень активно сейчас борьбу ведут спортсмены. 2 минуты еще им бороться. Предупреждение борцам. Такая ожесточенная борьба там пошла в последние минуты. Чемит Жамсаранов, Республика Бурятия, в синем трико. И в ноги проходит Жамсаранов. В очень опасном положении оказался Баян Баяман. Пока баллов нет, но вот сейчас уже за спину выходит его соперник Жамсаранов. И еще 2 балла, выходит вперед. 5-4 счет. Последняя минута сейчас пойдет на ковре А. Решающая минута. 5-4 ведет Чемит Жамсаранов.
ковре Б 2 балла зарабатывает Капрунов. Еще переворотом 6-8-0. И еще раз. И 10-0. Чистая победа Константина Капрунова. Даже 12 там, по-моему, уже баллов набрал. 10-0. И здесь на ковре А 2 балла зарабатывает Бьян Баяман. Чистую 1 балл. техническую победу одержал Или 2. Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия. Константина Капрунова поздравляем с победой. Очень уверенная, красивая На ковер победа приглашаются в первом периоде. Нургустан Иванов, Республика Приглашается на Саха-Якутия. ковер Б Нургустан Иванов и Гагик Тунян. Еврейская автономная область. Тунян Гагик представляет еврейскую автономную область. На ковре А очень интересная схватка. Счет 5-5. И остается 18 секунд до окончания встречи. Жамсаранову сейчас надо атаковать. Он проигрывает. 10 секунд остается. Пытается за ковер вытолкнуть Баямана. Но сам сейчас оказывается на лопатках. 2 балла зарабатывает Баяман и доводит счет 7-5 и победа за Баяном Баяманом. Победу одержал Баяман Баян, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Семен Владимиров. Ну и Петр Ковалев. последняя пара, которые будут бороться в стадии квалификации за выход в 1/4 финала. Семен Владимиров, Республика Саха, и Петр Гоголев, также представитель Республики Саха-Якутия. На ковре Б Нургустан Иванов, также последняя пара в стадии квалификации. Нургустан Иванов и Гагик Тунян. Уважаемые секунданты, просим обеспечить себя медицинскими защитными масками. Схватки начались на 2 коврах. Семен Владимиров и Петр Гоголев на ковре А, ну и Нургустан Иванов и Гагик Тунян на ковре Б. Нургустан Иванов активно тоже начал схватку. 2 балла сразу на первой минуте. Пытается уйти за ковер его соперник. И арбитр в центр ковра ставит борцов. На ковре А тоже интересная схватка между Семеном Владимиром и Петром Гоголевым. Да, 30 секунд отсчитывает Владимирову, и он атакует, зарабатывает 1 балл. Не дал Петру Гоголеву в эти 30 секунд отзащищаться, и 1-0 ведет Семен Владимиров.
На ковре Б квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Миргустан Иванов, его соперник в синем трико. Первый период на ковре А заканчивается со счетом 1-0 в пользу Семена Владимирова. На ковре Б ведет Миргустан Иванов со счетом 2-0, но они уже сейчас выходят на ковер. Его соперник Тунян Гагик, Еврейская автономная область. Несколько борцов мы уже видели из Биробиджана. В целом у нас 7 регионов представлены. Конечно, наибольшее представительство у хозяев. Сборная Бурятии внушительным также составом приехали. Ну и из других регионов по несколько спортсменов. Из Еврейской автономной, Хабаровска, Амурской области, Приморья. Снова еще 2 балла зарабатывает сейчас Миргустан Иванов, 4-0 ведет. Ну а на ковре А начинается второй период схватки между Семеном Владимировым и Петром Гоголевым. Снова проход в ноги от Семена Владимирова. И сам ходит за ковер. И отдает балл сопернику. Ну да, конечно, сам отдал в атаке 1 балл, очень такой. И чуть было сейчас не прошел в ноги его соперник. Снова пытался поднырнуть Семен Владимиров. Сейчас вот, преимущество на стороне Петра Гоголева, хотя вроде атаковал Семен Владимиров. Две минуты остается. Семен Владимиров атакует. Он пока не отличается вот такой разнообразие. Опа, ну за спину сейчас перевел, пытался сначала заковерным вытолкнуть. Сейчас отличный перевод еще накатом 5-1. На ковре Б 8-2 в пользу Иванова. На ковре А Семен Владимиров все-таки свое преимущество воплощает в баллы. 5-1. 1,5 минуты еще бороться ему. В следующей стадии, в стадии 1/4, Семен Владимиров, кстати, выйдет на Андрея Гатаулина из Республики Бурятия, если он выиграет, да, эту схватку. Также, кстати, изменения в правилах касаются и проведения жеребьевки и так называемой стадии приведения, да, в сетки, стадии квалификации. Здесь уже из 2 сторон сетки, уже из верхней и с нижней по одному спортсмену, ну или по несколько спортсменов сразу отправляется в 1/4, 1/8, 1/16. И вообще, если раньше только с верхней там стороны квалификация начиналась, то сейчас уже с обеих сторон так симметрично делают сетку. Еще бросок от Иванова на 4 балла, если не ошибаюсь, и 12-2 чистая победа Миргустана Иванова. Он выходит в следующую стадию. И в следующей стадии в 1/4 финала он встретится с Саяном Джизымаевым из Бурятии. На ковре Б начинаются поединки в супертяжелом весе до 125 килограммов. На ковре Б сейчас Алексей Арканов, весовая категория до 125 начинается. Амурская область. Первый круг. Всего в этом весе 7 спортсменов, и первыми на ковер выйдут Алексей Арганов и Руслан Тетеревятников на ковре Б. А на ковре А до 79 килограммов спортсменов выходят. Здесь 8 спортсменов, и сразу же начинаются схватки с 1/4 финала. Первыми на ковер приглашаются Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, и Сосото Раян, Хабаровский край.
Как я вам ранее говорил, здесь также будет выступать Герман Устинов, который выйдет после этого поединка. Бороться будет он с Николаем Константиновым, также представителем Республики Саха-Якутия. Далее выйдет на ковер Тимур Николаев против Эмиля Рамазанова из Хабаровского края. А последняя схватка в 1/4 это Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, и Аюр Дондуков, Республика Бурятия. В тяжелом весе до 125 килограммов первые Алексей Арганов, Республика Бурятия, на ковре Б, и Руслан Тетеревятников, Амурская область. Сейчас на ковре А и Б только гости будут выступать. Ну, посмотрим, в 125 от Республики Саха-Якутия будут выступать Андрей Аронов, Евгений Алексеев, Никита Хабаров. Так что, думаю, что медали мы ждать вправе в этом весе также. Ну и еще один вес у нас это до 92 килограммов. Здесь спортсменов, 5 спортсменов. В честь сборной Республики Саха-Якутия будут защищать Александр Халыев, Сергей Николаев и Артем Сивцев. Их также мы скоро увидим на ковре. На ковре А первый балл у Бадиева, Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. Еще раз напомню, что сегодня у нас соревнования пойдут без перерыва, да? Без перерыва на обед. То есть достаточно быстро все у нас пойдет. Финалы, конечно, в каждом весе будут очень интересными. Так же, как и вчера. Ну, наверняка те, кто смотрел за схватками в первый соревновательный день, остались довольны тем, что они увидели в финальных схватках. Очень много баллов было разыграно, очень интересные по сценарию поединки проходили. Ну и, конечно, местные болельщики могут не радоваться 5 золотым медалям. На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды на ковре Б Тюмень важный Бадиев. переворот Его нокаутом. соперник в синем трико представитель Преимущество команды у Арганова Хабаровского края 10-1. Если Края. еще один балл сейчас может взять Арганов, то завершает он эту схватку досрочно. Да, так и происходит. Алексей Арганов 10, даже 12-1 выигрывает. Представитель Республики Бурятия выиграл у спортсмена из Амурской области. Ну и сейчас 2 спортсмена из сборной Республики Саха-Якутия выйдут в первом круге бороться. Это группа А. Нет, 10-1 все-таки, да, и не досрочно, а продолжается схватка. Но, тем не менее, очень близок к победе Арганов. Выйдут Андрей Аронов и Евгений Алексеев сразу после этой схватки, а потом представитель Амурской области Маркин Андрей, и его соперником будет Никита Хабаров. На ковре Б
весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алексей Арганов. Его соперник в синем трико представитель команды Амурской области Руслан Тетеревятников. На ковре Б10-1 в пользу Арганова. На ковре А также преимущество у спортсмена из Республики Бурятия Тумена Бадиева. 3-0 ведет он. За минуту 20 до конца встречи. И все-таки досрочная победа у Арганова на ковре Б. 12-1. И ждем сейчас Андрея Аронова и Евгения Алексеева. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Алексей Арганов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Андрей Аронов, Евгений Алексеев, представители команды Республики Саха-Якутия. Еще один отличный бросок от Бадиева, и ведет он уже 5-0 на ковре А, 79 килограммов. Тумен Бадиев. 20 секунд остается. А на ковре Б два представителя Республики Саха-Якутия. Многоопытный борец Евгений Алексеев, который многие годы уже защищает цвета республики на различных соревнованиях. Является титулованным спортсменом и в национальной борьбе Хапсагай. Ну и Андрей На ковре А сейчас молодой финала в синер категории до тоже нашей 79 сборной, килограммов победу одержал Тумен финалист Бадиев, чемпионата Республика республики. Бурятия. На ковер А приглашаются Николай Константинов, Герман Устинов, представители команды Республики На Саха-Якутия. ковре А вызывается на ковер Николай Константинов и Герман Устинов. Оба Республика Саха. На ковре Б пока равная схватка. Аронов более такой активный в середине ковра. Герман Устинов, он на днях недавно, боролся на международном турнире Шардогу. Так что готовность у него должна быть хорошая. Сразу же 2 балла зарабатывает. В первой минуте еще 2 балла, 4-0 ведет. Ну а на ковре Б предупреждение получил Евгений Алексеев, и 1 балл заработал Андрей Аронов. Герман Устинов
является, если не ошибаюсь, пятикратным, да, чемпионом Дальнего Востока. Идет он еще за одной наградой, наверное. Еще 1 балл зарабатывает. 2 балла. 6-0. И 2 балла могут принести ему досрочную победу. На ковре Б первый период завершается со счетом 1-0. Поединок Андрей ведут Аронов ведет. представители команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов, Евгений Алексеев. Последняя минута первого периода на ковре А. Герман Устинов ведет 8-0. Снова проходит в ноги стремительно. И сейчас должен взять 2 балла, довести счет до 10-0. 10-0. Устинов выходит вот в 1/4 финала и будет бороться с Туменом Бадиевым из Республики Бурятия за выход в финал. Далее на ковре А вызываются Тимур Николаев и Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. На ковре Б у нас счет все еще 1-0 в пользу Андрея Аронова. Без большого количества технических действий, равная борьба, но все-таки больше активность показывает Андрей Аронов, конечно. Пытается он найти подходы к защите соперника, ищет ключи. На ковре А началась схватка между Николаевым и Рамазановым. Саха и Хабаровск. Небольшой конфликт на ковре А. Еще одно предупреждение Евгению Алексееву. 30 секунд опять отсчитывает. Последняя минута пошла на ковре Б. Скажу сразу после этой схватки Андрей Маркин, Амурская область, и Никита Хабаров, Республика Саха-Якутия. Увидим на ковре Б. На ковре А первая минута пока без баллов. Тимур Николаев более активный, конечно, атакует. На ковре Б завершается схватка. Евгений Алексеев сейчас проходит в ноги. Чуть было защитился Андрей Аронов. Последние секунды схватки. Проходит в ноги Евгений. Снова такой бросок. Завершается встреча. 2-0 выигрывает Андрей Аронов. Тем временем на ковре А проходил в ноги Тимур Николаев, но его соперник защитился. Он сейчас, но засчитывается ему 30 секунд. Без технических действий. И 1-0 же в пользу Николаева сейчас будет. Республика Саха-Якутия.
ковер Б выходит в красном трико Андрей Маркин, Амурская область, и в синем трико Никита Хабаров, Республика Ввиду неявки Саха-Якутия. спортсмена победа присуждается Ну, как Никите мы видим, Хабарову, не Республика вышел Саха-Якутия. Маркин Андрей и Никита Хабаров На выигрывает ковре первый круг. начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Алексей Боровицкий, Республика Бурятия, Константин Ефимов, Республика Да, Саха-Якутия. сейчас вызывается на ковер Б в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов Алексей Боровицкий, Республика Бурятия, и Константин Ефимов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б. Ждем выхода спортсменов. А на ковре А Тимур Николаев первый период завершает со счетом 1-0. Рамазанов очень достойное сопротивление оказывает одному из наших лидеров. 1 балл только за счет предупреждения соперника. А Алексей Боровицкий на ковре Б уже вышел. Алексей Боровицкий, многоопытный спортсмен, победитель и призер различных международных турниров. Частый гость у нас здесь и на турнире Коркина, и на многих других соревнованиях мы его видим в этих весовых категориях. 79, да? 70. Алексей Боровицкий ждет соперника. Константин Ефимов должен выйти. А Тимур Николаев на ковре А проходит в ноги с первых секунд и должен сейчас уже свое преимущество превращать в 3-0. Работает в партере активно. Пытается взять. Не получилось. Защитился Рамазанов. Но Тимур Николаев ведет 3-0. На ковре Б все ждут Константина Ефимова. После этой схватки мы увидим Егора Захарова и Егора Герасимова. Далее Нюргун Андреев и Константин Кап. Вышел, да, Ефимов Константин. И началась схватка на ковре Б. На ковре А полтора минуты остается. Тимур Николаев еще 2 балла зарабатывает. 5-0 ведет. И в партере пытается отработать еще. На ковре Б Алексей Боровицкий и Константин Ефимов. Интереснейшая схватка. 11-0 Тимур Николаев выигрывает и выходит в 1/2 финала. Его соперника мы узнаем после следующей схватки, на которой вызывается Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, и Аюр Дондуков, Республика Бурятия. Денис Максимов, Республика Саха-Якутия, Аюр Дондуков, Республика Бурятия. Ковер Б пока 0-0, но арбитр призывает активнее снова бороться. На ковре А началась схватка между Денисом Максимовым и Аюром Дондуковым, Республика Бурятия. На ковре Б предупреждение получил Константин Ефимов и может сейчас Боровицкий получить балл.
Но не откладывая в долгий ящик, Алексей Боровицкий проходит за спину и переворот. 4-0. Нет, 2-0, да? 3-0. Еще работает очень активно в партере. 2 балла, да? 5-0 ведет. 7-0. А Дандуков уже счет довел до 8-0. 9-0 Алексей Боровицкий и 11-0, если я правильно понял жест арбитра. Да, и досрочная победа Боровицкого. На ковре Б чистую техническую победу одержал Алексей Боровицкий, Республика Бурятия. Да, он выходит На в 1/2 ковер финала Егор и Захаров, встретится Егор в Герасимов, полуфинале с представитель победителем команды Республики Саха. пары Егор Захаров и Егор Герасимов, которые сейчас выйдут на ковер Б. На ковре А Дандуков Аюр 8-0 выигрывает. Два борца из Бурятии очень уверенно сейчас провели схватку. На ковре Б Егор Захаров и Егор Герасимов. Один из победителей выйдет на Алексея Боровицкого за выход в финал. Первый период на ковре А завершается. Счет 8-0 в пользу Аюра Дандукова. На ковре А до 4-й финала весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Денис Максимов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Аюр Дандуков. Захаров, Герасимов на ковре Б. Пока без баллов опять же. И первая только минута. Но это уже решающие стадии. Четвертьфинал. Один из победителей точно будет бороться за медали. Либо за золотые, либо бронзовые. Опа, какой бросок. На 4 балла. На 5 баллов, да, оценивает этот бросок Егора Захарова. Чистый. И еще за спину выходит Егор Захаров. 6-0. 8-0. Даже 10-0 уже. Все. Чистая победа Егора Захарова. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую техническую победу одержал Очень Егор красивую Захаров. схватку Республика провел Саха-Якутия. сейчас, конечно. Но его следующим соперником будет уже На Алексей ковер Б Боровицкий. приглашаются Это будет уже серьезный Юргон экзамен. Андреев, Константин Ну а Капрунов, на ковер Б представитель команды приглашаются Республики Саха-Якутия. Юргон Андреев, Республика Саха-Якутия, и Константин Капрунов, также Якутия, Республика Саха. Денис Максимов первые 2 балла набирает на ковре А, но в партере ничего сделать не смог, и отрыв все еще большой, 6 баллов.
ковре Б Нюргун Андреев и Константин Капрунов вышли на ковер и начинают схватку. На ковре А последняя минута схватки между Денисом Максимовым и Аюром Дандуковым. Денис Максимов. Лук, да еще 2 балла. Да, 2 балла, 4-8 проигрывает. Но 36 секунд еще есть. Надо сейчас нацеливаться на 4-бальный бросок. Будет сейчас искать возможности для броска Максимов. 14 секунд, 13, 12, 10 последних секунд. Попробовать все-таки за спину. Прошел еще 2 балла. 6-8 завершается схватка. На ковре А весовой категории Денис Максимов слишком много отдал, конечно, в одной атаке там. В первом победу периоде одержал Аюр Дандуков, Республика Бурятия. Дандуков выходит в следующую стадию и встретится с Тимуром На Николаевым ковре за выход А в финал. начинается первый Весовой категории до круг 79 категории килограммов. 92 килограммов. Приглашаются Александр Халыев, Сергей Николаев, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 92 килограммов. Как я уже говорил, здесь только 5 спортсменов. Они проведут схватки в 5 кругов. И первый круг сейчас начинается на ковре А. Выходят на ковер Александр Халыев и Сергей Николаев. Оба спортсмены сборной Республики Саха-Якутия. А тем временем на ковре Б Константин Капрунов 4-0 ведет. И последняя минута первого периода. Еще 2 балла сейчас может взять Константин. Да, выходит за спину. 6-0 ведет. И переворот еще пошел. 8-0 ведет. Все, чистая победа Константина Капрунова. На ковре Б чистую победу на туше одержал Константин Капрунов, Республика Саха-Якутия. Вызывается на ковер Б приглашаются Нюргустан Иванов и Саян Джигзамаев, Республика Бурятия. Республика Бурятия. Александр Халыев прошел в ноги на ковре А и сейчас 1 балл зарабатывает. На ковре Б. Еще раз напомню, схватка, последняя схватка в 1/4 финала. Нюргустан Иванов в красном трико, его соперник в синем трико из Республики Бурятия Саян Джигзамаев. Победитель встретится с Константином Капрыновым. Нюргустан Иванов 2 балла сейчас очень технично забирает. Будет работать сейчас в партере. Из этого захвата, наверное, вряд ли что получится. Хотя
сигнал вставать. 2-0 ведет Агустан Иванов. На ковре А первый период завершается со счетом 1-0. За ковер вытолкнул соперника Александр Халыев и первую схватку выигрывает. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Александр Халыев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Сергей Николаев. Жекзумаев на ковре Б пытался сейчас пройти в ноги. Защищается Агустан Иванов. Все ближе мы к решающим стадиям. Практически в 3 весовых категориях. Полуфиналы уже очень близки. 2 балла Жекзумаев сейчас зарабатывает, и уже ничья в первом периоде 2-2. 11 секунд остается до конца. На ковре Б весовой категории перерыв до 2-2. 70 килограммов в 1/4 финала. Поединок ведут На ковре в красном А трико представитель счет пока команды неизменный. Республики 1-0 Саха ведет Юргустан Александр Иванов. Халыев. Его соперник в синем трико Проходит представитель сейчас в команды ноги. Республики 2 балла, Бурятия Саян 4 балла, да, Жакзымаев. посадил на бедро соперника, и 5-0 счет встречи. 1,5 минуты еще остается. Призер чемпионата республики Александр Халыев в этом году. 2 балла еще. И 1 балл. Нет, 8-0 еще. Жекзумаев тем временем на ковре Б очень активно начинает и уже 4-2 ведет. Представитель сборной Бурятии. 6-0 показывает уже табло. В общем-то, 1 балл Сергей Николаев. 6-1 на ковре А. А на ковре Б Жекзумаев уже доводит счет до 6-2. Близок он к выходу в 1/2 финала. На ковре А после этой встречи выйдут на ковер Андрей Елбаскин, Республика Бурятия, и Фарид Кезимов, Еврейская автономная область. Жекзумаев еще 2 балла и 8-2. Уже серьезное преимущество обозначилось в конце первого периода. Успел он сравнять счет. На ковре А 6 победу баллов одержал безответных набрал во Александр втором Халыев, периоде. Республика Саха-Якутия. А на ковре А Халыев Александр, первая На ковер А победа. приглашаются Андрей Илбаскин, Республика Бурятия, Фарид Кезимов, Еврейская автономная область.
Последняя минута пошла на ковре Б. Жикзымаев ведет 8-2. И еще 2 балла сейчас. Нет, не смог все-таки, да. Иванов балл. 9-2, пока что 1 балл все-таки показывает Жикзымаеву. Видимо, за ковер ушел Иванов. Но уже сложно представить, чтобы проиграл сейчас Жикзымаев. И выйдет он во второй финала весовой категории до 70 килограммов. На ковре А Андрей Елбаскин и Фарид Кезимов. Бурятия и Еврейская автономная область. Весовая категория до 92 килограммов. Первый круг. Свободным выступает Артем Сивцев. Во втором круге Артем Сивцев встретится с Александром Халыевым. Это будет уже попозже. На ковре Б. Последние секунды. Ну и узнаем, кто выйдет следующим на ковер Б. На ковре Б победу одержал Саян Жикзымаев, Республика Бурятия. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Алексей Арганов, Республика Бурятия, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. 1 балл на ковре А за Кезимовым. А на ковер Б следующая стадия, второй круг весовой категории до 125 килограммов. Выходят Алексей Арганов, Республика Бурятия, и Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. Посмотрим за схваткой на ковре Б. А на ковре А Елбаскин уже счет до 6-1 доводит в первом периоде. На ковер А приглашаются Алексей Арганов, Республика Бурятия, Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Андрей Елбаскин. Его соперник в синем трико представитель команды Еврейской автономной области Фарид Кезимов. На ковре Б начинается схватка между Андреем Ароновым, синим трико, и Аргановым Алексеем, Республика Бурятия. Аронов работает первым номером,
И зарабатывает первый балл. 1-0. Еще раз он пытался сейчас вытолкнуть. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковре А начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, Дмитрий Аксенов, Республика Саха-Якутия. Сейчас, да, 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма на ковре А. Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, и Дмитрий Аксенов, Республика Саха-Якутия, за выход в 1/2 финала весовой категории до 61 килограмма. А на ковре Б Андрей Аронов. Бросок делает, который оценили на 2 балла. 3-0 ведет. И в партере здорово отрабатывает сейчас Андрей Аронов. 6-0 ведет. Первый период с очень серьезным преимуществом в счете ведет Андрей Аронов. 6-0. На ковре А начинается схватка в 1/4, 61 килограммов. Дамдинов, Аксенов, Якутия, Бурятия. Оценим, в какой форме Дмитрий Аксенов. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алексей Арганов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Андрей Аронов. Жаргал Дамдинов. На ковре А он является призером чемпионата России, так же как и Дмитрий Аксенов, мастер спорта международного класса. Так что равная схватка ожидается. Дмитрий Аксенов сейчас получает предупреждение, и 20 секунд остается ему для выполнения технического действия. Жаргал Дамдинов тоже одна из восходящих звезд сборной Бурятии. Перспективный борец, уже опытный. 1-0 ведет он. Счет открыл в этой схватке. На ковре Б близок к чистой технической победе Андрей Аронов. 9-0 ведет.
Да, Туше выигрывает Аронов. Поздравляем с этой победой. Это уже вторая победа Аронова Андрея. Ну а на ковре А Жаргал Дамдинов уже На доводит ковре счет Б до в супертяжелом 3-0 весе в первом периоде. чистую победу на туше одержал Андрей Аронов, Республика Саха. Как я говорил, это один из фаворитов в этом весе. Один из На ковер соискателей Б медалей, конечно же. приглашаются Он является Руслан призером чемпионата России. Екатеринятников, Амурская область, Евгений Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Руслан Тетеревятников, Амурская область, и Евгений Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковре А перерыв после На первого ковре периода. А 3-0 ведет в Дамдинов. финаловой категории до 61 килограмма поединок ведут представитель команды Республики Бурятия Жаргал Дамдинов. В синем трико Дмитрий Аксенов, представитель команды Республики Саха-Якутия. Дима, ben bir de Diма. Yakında da Dima. Dima dönülenler de Dima. Ben de. Böyle demek ki. Под себя. Demedim bir yere git, demedim. Gireyiz de. Все, Воводник. Чётик, Воводник, Дима. Bilen neyiz? Красный. Второй период атакует Дмитрий Аксенов. Защищается Жаргалов. Пока еще ни одного балла не заработал Дмитрий Аксенов в этой схватке. Тоқтам қалма, 30 секунд дается Дамдинову. Все еще может измениться. Сразу! Оставить, 15 секунд остается. И за спину сейчас уходит. Очень классный бросок сейчас, оцененный на 4 балла, совершил Жаргал Дамдинов. Еще 2 балла. Ну и чисто это победа. 11-0. Жаргал Дамдинов. Отличная победа. Евгений Алексеев. Не дал своему сопернику ни одного балла. И На ковре убедительная Б победа, конечно. начинаются полуфинальные Но это один из поединки фаворитов, супер конечно, и категории. посмотрим. До 70 килограммов приглашаются Алексей Боровинский, Дмитрия Республика Аксенова Бурятия, и в Егор Захаров, утешительных Республика схватках. Саха. Далее Александр Авелов и Нюргун Терентьев приглашаются на ковер А. На ковре А победу одержал Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Александр Авелов, Нюргун Терентьев, представители команды Республики Саха. На ковре Б также решающая стадия весовой категории до 70 килограммов. Полуфинал.
Алексей Боровицкий в красном трико, Республика Бурятия, и Егор Захаров, Республика Саха-Якутия, в синем трико. Ждем начала этой схватки. А на ковре Александр Авелов и Нургун Терентьев, оба представители Республики Саха-Якутия, весовая категория до 61 килограмма. Проходит в ноги Нургун Терентьев, но защищается, уходит от этой атаки Авелов Александр. На ковре А. А на ковре Б сейчас решающая схватка в 1-2 финала весовой категории до 70 килограммов. Давайте посмотрим эту схватку. Алексей Боровицкий и Егор Захаров. Пытается пройти в ноги Боровицкий. Опа, бросок какой сейчас пытался провести, да? 1 балл все-таки засчитали или нет? Показывает арбитр 1 балл, да, Егор Захаров зарабатывает 1 балл. Ну да, я согласен, там можно было 1 балл засчитать. Очень резкое движение сделал Егор. В предыдущей схватке Егор Захаров выиграл у Егора Герасимова. Очень убедительно выиграл. Ну и пока ведет против очень опытного Алексея Боровицкого. За выход в финал весовой категории до 70 килограммов. Напомню еще раз. Это решающая схватка. Последняя минута первого периода. В 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Александр Авелов, в синем Нургун Терентьев. Первый период завершается со счетом 1-0 в пользу Егора Захарова. Полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Секундирует Бурятия Егору Захарову Алексей главный Боровицкий. тренер сборной Республики В Саха-Якутия синем трико Александр представитель команды Савельевич Республики Оконешников. Саха Егор Захаров. Ну, первый день, конечно, Александр Савельевич может занести копилку. 5 золотых медалей. Да. И начальник нашей сборной. Владимир Семенов помогает тоже Егору.
Последняя трехминутка в этой встрече. Призывает активнее бороться арбитр. Но цена ошибки очень высока, конечно, в этой встрече. Здесь и тактически очень грамотно надо выстроить поединок, да? Активнее бороться призывает Алексей Боровицкого арбитр. 30 секунд. И красиво сейчас прошел в ноги, но без оценки. Это действие остается, не довел до конца эту атаку. Очень активно и очень резко опять же атаковал Егор Захаров. И мог бы здесь взять 2 балла, но Боровицкий сейчас, да, на последних секундах предупреждения берет 2 балла и даже сейчас очень красиво отрабатывает уже в партере. Ну, Егор. 8-10. 12-1 даже уже. Досрочная победа многоопытного Алексея Боровицкого. Ну, можем только аплодировать. Выходит в финал Боровицкий. Поздравляем. Частый гость на наших турнирах. На ковер Б приглашаются Константин Капрунов, Республика Саха. Следующая пара в Саян этом весе. Шекзымаев, Республика Бурятия. Константин Капрунов и Саян Шекзымаев. Снова противостояние между Бурятией и Республикой Саха. А на ковре А счет 3-2. На последних секундах Авелов зарабатывает 2 балла и выигрывает эту встречу. Летит, конечно же, челлендж от угла Терентьева, но посмотрим. Это уже за выход в 1/2 финала на ковре А весовой категории до 61 килограмма, а на ковре Б начинается еще одна полуфинальная пара весовой категории до 70 килограммов. Константин Капрунов и Саян Шекзымаев. Авелов все-таки выигрывает и выходит в полуфинал. Встретится он с Жаргалом Дамдиновым. Далее в 1/4 финала на ковре А Петр Константинов и Буян Буяман встретятся. Сейчас их призовут к ковру. Буян Буяман уже в центре ковра, а на ковре Б 4-0 ведет Капрунов, но Шекзымаев проводит в атаку. Нет, не вышел за ковер Константин Капрунов. Одержал Александр Авелов, Республика Саха. На ковре 1 балл еще за Константином. 5-0 ведет. Республика Саха. Шекзымаев в опасное положение сейчас поставил своего соперника. Это только первая минута, уже несколько баллов были разыграны, несколько очень острых атак. На ковре А начинается схватка между Петром Константиновым и Буяном Буяманом. Константин Капрунов в 1/2 финала борется за выход в финал. Его там ждет в случае успеха Алексей Боровицкий. Один из самых конкурентных весов во второй соревновательный день чемпионата Дальнего Востока. Это весовая категория до 70 килограммов. Ну и 61 тоже. Вы сами видели, да, в какой форме сейчас Жаргал Дамдинов. Очень убедительную победу одержал над Дмитрием Аксеновым. И встретится он в 1/2 финала с Александром Авеловым, который на последних секундах встречи в 1/4 смог победить Нургуна Терентьева. Константин Капрунов еще 1 балл.
Нет, да, балл все-таки присуждают спортсмену 5-0. Атакует в ногу Жест Гымаев, но уходит Константин Капрунов. Тренером Константина Капрунова, личным тренером сейчас является Егор Пономарев, чемпион России. Его земляк, спортсмен из Чорапчинского улуса. Сейчас, да. Атакует Петр Константинов на ковре А и первые 2 балла зарабатывает. За 50 секунд до окончания первого периода 2-0 ведет. А в первый период на ковре Б завершается со счетом Полуфинальный 5-0. поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Константин Капрунов. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Саян Жиксыбаев. Начинается второй период схватки между Шикзымаевым и Капрановым, а на ковре А Петр Константинов 4-0 ведет. Еще 1 балл зарабатывает На ковре Константин. А в 1/4 6-0. финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов, Буябан Буян. За спину выходит очень здорово Капрунов. 2 балла, 8-0 ведет. Защищается Шикзымаев в партере за 2 минуты до окончания полуфинала. 8-0 ведет Константин Капрунов. На ковре А начинается второй период четвертьфинальной схватки в весе до 61 килограмма. А на ковре Б досрочной победой завершает схватку Константин На ковре Капрунов Б 10-0. И выходит в финал весовой категории до чистой 70 техническую килограммов. победу одержал Константин Капрунов, С чем мы Республика его и Саха-Якутия. поздравляем. И выходит в финал. Будет бороться за первое место с Алексеем Боровинским. Да, в скором времени мы посмотрим финал с участием Алексея Боровицкого, Бурятия, и Константина Капрунова, Республика Третий Саха-Якутия. круг весовой категории до 125 килограммов приглашаются Алексей Арганов, Республика Бурятия, На Евгений ковре А Алексеев, Петр Республика Константинов Саха-Якутия. 6-0 уже ведет. 2 минуты остается. А на ковре Б начинается третий круг весовой категории до 125 килограммов. На ковер вызывается Алексей Арганов и Евгений Алексеев. Арганов Бурятия, Алексеев Якутия. Петр Константинов тоже уверенно выигрывает встречу со своим земляком Буяном Буяманом. Республика Саха-Якутия, оба спортсмена. Еще 2 балла, 8-0. На ковре А На
ковре Чистую техническую победу одержал 10-0. Петр Победу одержал Константинов, Петр Республика Константинов, Саха-Якутия. выходит в 1/2 финала. На ковера приглашаются Семен Владимиров, Республика Саха-Якутия, Андрей Гатаулин, Республика Бурятия. Да, еще одна интереснейшая схватка в этом весе. Последняя пара в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. Семен Владимиров и Андрей Гатаулин. Семен Владимиров, Республика Саха. Андрей Гатаулин, Бурятия. Семен Владимиров сейчас пытался пройти с высокой стойки, да, в ноги. Последняя пара в 1/4 финала в весе до 61 килограмма. Победитель этой пары выходит на Петра Константинова за выход в финал. Проходит в ноги Гатаулин. Тоже мы знаем уже достаточно давно этого борца. 2-0 ведет схватку Андрей Гатаулин. Много раз его видели на ковре международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. Победитель и призер многих соревнований тоже. Уже первый год в борьбе, скажем, да. Снова бросок в ноги, но Андрей Гатаулин защищается пока. Два балла еще Гатаулин. 4-0. Челлендж бросили с угла Семена Владимирова. 4-0 ведет Гатаулин. Сейчас главный судья Николай Дмитриевич Николаев поможет арбитрам определить соотношение баллов в этой встрече, а тем временем на ковре Б Евгений Алексеев ведет схватку со счетом 3-0. Это уже третий круг весовой категории до 125 килограммов на ковре Б. На ковре Б в супертяжелом весе поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Алексей Аркадов, его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Евгений Алексеев. На ковре Б второй период начинается 125 килограммов. Третий круг. Евгений Алексеев и Арканов. Алексей.
душе молотят, свисток калачат в душе. Мастер! Мастер! Душе, мастер! Душе, мастер! Еще один балл Гатаулина за челлендж. И 5-0 ведет Андрей Гатаулин на ковре А. И Семену Владимирову надо уже более активно бороться. Надо хотя бы какие-то баллы сейчас в первом периоде постараться набрать. Это серьезное преимущество у Гатаулина. Хотя несколько очень неплохих атак проводил Семен Владимиров. И другое дело, что до ума не довел. Здорово защищается, конечно, Гатаулин. Видно сразу, что борец опытный. Уже с классом, мастер спорта. Снова здесь не удалось набрать баллы Семену Владимирову. 25 секунд до окончания первого периода. На ковре Б победу одержал Евгений Алексеев со На счетом ковре 3-1. Б в супертяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Евгений Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Никита Хабаров и На ковер Сано Мигеев. приглашаются Руслан Приморский край. Тетеревятников, Амурская Аня область, Тетеревятников Руслан и Андрей Аронов. Республика Саха. А второй период сейчас начнется на ковре А. На ковре А в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико Семен Владимиров, Республика Саха-Якутия, в синем Андрей Гатаулин, Республика Бурятия. Очень активно пытается атаковать, конечно, Семен Владимиров, но пока безуспешно. Очень хорошо защищается Андрей. Читает все атаки эти. Надо, наверное, задать такой темп, чтобы... Ой, ну и неподготовленный сейчас бросок. Такой подарок. Но здесь срыв, да. Ну, я думаю, что это правильно, наверное. Ну, нет. 2 балла. 7-0 ведет Гатаулин. Чистую победу на душе одержал Андрей А Андрей Аронов Республика на Саха-Якутия. первую секунду я даже не успел посмотреть эту схватку. Уже 4, ну, уже на душе выиграл Андрей Аронов. Это его третья победа. Да, третья его победа. До 70 килограммов приглашаются Вальтер Владимиров, Республика Саха-Якутия. На ковре Андрей, Б уже Республика Саха. утешительные схватки в категории до 70 килограммов нам объявили. Потому что там уже финалисты известны, как мы знаем, Боровицкий и Копрунов. Так что сейчас увидим несколько утешительных схваток. Но все внимание, конечно, на ковер А, где
5-0 все-таки ведет, да, Гатаулин, там был срыв. На ковер Б приглашаются Вальтер Владимиров, Нюргун Андреев. Нельзя, что Утешительный такое? поединок, весовая категория до 70 килограммов. Просто так давать 2 балла. Надо более подготовленно так сейчас проводить, да, осмысленные. Семен Владимиров сейчас вот вроде прошел, надо что-то извлекать из этого. О, да. Надо еще добавлять. Брать захват, попробовать сделать бросок или перевести в опасное положение. Очень, как мы видим, гасит все атаки Андрей Гатаулин, хотя очень серьезно. И время уходит, наверное, да, лучше новую атаку попробовать провести, потому что здесь может спасти лишь бросок на 5 баллов или несколько результативных действий. Времени уже очень мало, 40 секунд остается Семену. Попробовать несколько баллов взять, ставить понервничать. 30 секунд, последние 30 секунд остается. В случае победы. Ну и еще один неподготовленный бросок. 2 балла Гатаулину. 15 секунд остается. Еще одна попытка от Владимирова, но завершается На ковре А в время, 1/4 финала отведенный на победу поединок. одержал И Андрей Гатаулин Гатаулин, выходит Республика в Бурятия. полуфинал, встретится с Петром Константиновым. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Артем Сивцев, Александр Халыев, представители команды Республики Саха. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 92 килограммов, как объявили, да. Выходит Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия, Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Далее в этом весе же Сергей Николаев и Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Елбаскин в первом круге одержал уверенную победу над Фаридом Кезимовым, Еврейская автономная область. И они сейчас с Александром Халыевым лидируют в этой гонке. Халыев также уверенно выиграл у Сергея Николаева в 92 килограмма. Еще раз отмечу 5 только участников и 5 кругов будет проведен турнир в этом весе. На ковре Б утешительная схватка весовой категории до 70 килограммов проходит между Владимировым и Андреевым. Вальтер Владимиров в красном трико и Стан Андреев. Да. Нюргун Андреев в синем трико. Вальтер Владимиров ведет. На ковре А Артем Сивцев и Александр Халыев. Вальтер Владимиров еще 2 балла и еще 5-0 первый период. На ковре Б утешительный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Вальтер Владимиров, его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Нюргун Андреев. Александр Халыев проходит в ноги на ковре А и пытается 2 балла набрать, да?
Сколько сейчас? 2 балла, да, 2 балла. На ковре Б 7-0 же ведет Вальтер Владимиров. Девять 0. И чистая победа Вальтера Владимирова на ковре Б. На ковре А первый На период ковре Б продолжается. в весовой категории до 70 килограммов утешительный поединок. Чистую победу на душе одержал Вальтер Владимиров, Республика Саха. Александр Халыев еще 1 балл зарабатывает, ведет 3-0. На ковре А в весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Артем Сивцев, в синем Александр Халыев, представители команды Республики Саха. Второй период на ковре А. Второй круг весовой категории до 92 килограммов. Халыев сразу же начинается атаки. Ведет 3-0. Сейчас еще 1 балл Александру Халыеву за пассивное ведение борьбы его соперника Артема Сивцева. 4-0. 1,5 минуты остается до конца встречи. Но еще раз напомню, что у нас сегодня без перерыва соревнования. Уже скоро мы увидим финальные схватки. Ну и, конечно, нас ждет очень интересные полуфиналы весовой категории до 61 килограмма. Жаргал Дамдинов, Александр Авелов, Петр Константинов и Андрей Гатауллин.
60 секунд. Но пока ни одного шанса не дает Александр Халыев своему сопернику. И последние секунды схватки. Александр Халыев выигрывает вторую схватку в этом весе. На ковре А В первом он победу выиграл одержал Сергея Николаева, сейчас Александр Халыев, победа над Республика Артемом Саха-Якутия. Сивцевым. То второй круг. На ковера приглашаются Сергей Николаев, Республика Саха, Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Сергей Николаев и Андрей Елбаскин, Республика Саха и Бурятия. Елбаскин очень уверенно выиграл в первом круге схватку с Фаридом Казимовым. Он уже в центре ковра, да, Сергей Николаев также выходит. Уже больше 2 часов продолжается наше соревнование. И все ближе ответственные стадии во всех весовых категориях. 70 килограммов у нас уже известны финалисты. Kiste sağlayacak kiste. Вот. Да, şöyle. Ya, gülbekten daha fizikal ama şuradan tut. Değme ondaki gitti. Напомню, что в первый соревновательный день сборная Республики Саха-Якутия выиграла 5 золотых медалей. Самой, конечно, серьезную конкуренцию составили борцы из Бурятии. В Бурятии также серебро Виктора Джербаева в весе до 65 килограммов, бронза Булата Байсхалонова в этом же весе. Также 2 бронзовые медали в весе 74 килограммов у Никиты Жаргалова и Буяна Церенова. Вот все медали, которые выиграли спортсмены из Бурятии, и 1 медаль у Владислава Шумова, представителя Приморья. Все остальные медали на счету у спортсменов сборной Республики Саха-Якутия. Первая золотая медаль из 5 попыток. У него уже 4 серебряные медали у Федора Постникова. Второе место 57 килограммов у Айсена Винокурова. Бронзовые медали у Аяла Белолипского и Джулстана Федотова. 65 килограммов Айхан Антонов, золотая медаль. 2 бронзовые у Нигуна Александрова, бронзовую у Нигуна Александрова. Еще 1 бронза у Булата Байсхалонова в этом весе. 74 килограмма Стас Винобоев, победитель. 2 место Албана Вакумов. 3 места у Никиты Жаргалова и Буяна Церенова, как я говорил, да. 86 килограммов Игорь Сафронеев. Впервые выиграл золотую медаль Дальнего Востока. 2 место у Сафрона Сафронова. 3 у Айсена Копырина. 97 килограммов Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Сергей Семенов, также Республика Саха-Якутия, и Владислав Шумов, Приморье.
Ну и сегодня, как мы видим, сборная Бурятии тоже очень близка к успеху уже. На этот раз могут претендовать, конечно, и на золотую медаль. 61 килограммов мы видели, в каком порядке, да, находится Жаргал Дамдинов. Ну и Андрей Гатаулин не дал ни одного балла Семену Владимирову. Одержал уверенную победу. Ну и в 70 килограммов вышел в финал Алексей Боровицкий. Встретится с Константином Капрыновым. Первый период На ковре в весе А до 92 килограммов 92 завершается в килограммов. пользу Андрея Елбаскина. В красном трико представитель команды Республики 3:0 ведет. Саха Сергей Николаев. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Андрей Елбаскин. Обоюдогон. Сергей, бен захватка көтө. Обоюдогон. Kendini tartıma da var, indiki var, kendiki. Bu, aksan sürüntüydü, bu. Сергей, бен захватка көтө, Второй На ковре период. Б начинается полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Никита Хабаров, Евгений Алексеев, представители команды Республики Саха. Да, как мы слышали, да, комментатор на ковер Б зовет на 1/2 финала весовой категории до 125 килограммов Никиту Хабарова и Евгения Алексеева, На ковер Б представителей Республики Никита Саха и Хабаров, Якутия. Евгений Алексеев. Ковер Б. А на ковре А 92 килограмма Андрей Елбаскин доводит счет до 5:0. Ну, уже вырисовывается здесь уже доминирование в этом весе в 92 килограмма Александра Халыева и Андрея Елбаскина. Видимо, именно во встрече с этих двух спортсменов мы увидим обладателя золотой медали в этом весе. Андрей Елбаскин одерживает победительную победу в Весовой категории 0:13. до 92 килограммов чистую техническую победу одержал Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Они На ковре А встретятся только начинается полуфинальный поединок в четвертом весовой круге. категории до 61 Это будет килограмма. первая встреча Приглашаются в этом круге, так Жаргал что ждем. Дамдинов, Республика Бурятия, Александр Андрей Елбаскин и Авинов, Александр Республика Саха. Халыев. А на ковре А уже начинаются схватки полуфинальные, да? На ковре А тоже полуфинал еще один. Так же, как и в 125 между собой путевку в финал оспаривают Никита Хабаров и Евгений Алексеев. Сейчас на ковре А выйдут Жаргал Дамдинов в красном трико и Александр Авелов. Бурятия, Якутия. Очередная встреча, очередное противостояние за выход в финал весовой категории до 61 килограмма. Решающая схватка. Давайте посмотрим. Жаргал Дамдинов в первом круге в 1/4 финала одержал очень уверенную, убедительную победу над Дмитрием Аксеновым и обозначил свои притязания на золотые медали, конечно.
2 полуфинала в 2 весах. Параллельно идут на 2 коврах у нас. В Центре спортивной подготовки «Триумф». Конечно, жаль, что мы не можем сейчас проводить соревнования со зрителями на трибунах. Уже был бы совсем другой градус здесь, конечно. Напряжение. Ну и атмосфера, конечно, праздника, спортивного праздника настоящего. К сожалению. И первый балл зарабатывает сейчас. 2 балла даже, да? Жаргал Дамдинов 2-0 ведет. Ну, конечно, гораздо опытнее, да, и мастеровитее, наверное, сегодня, конечно. Жаргал Дамдинов является призером чемпионата России, победителем, призером различных международных турниров, мастер спорта международного класса. Одна из надежд сборной Бурятии. 3-0 ведет в первом периоде. А на ковре Б 30 секунд отсчитывает Евгению Алексееву. Сразу после этой схватки на ковре А выйдут Петр Константинов и Андрей Гатаулин. Тоже встреча между спортсменами сборных Республики Саха-Якутия и Республики Бурятия. Проход в ноги издалека бросился в ноги Александр Авелов, но защищается спокойно Жаргал Дамдинов. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов. Первый период на ковре Б завершился со счетом 1-0 в пользу Никиты Хабарова. Никита Хабаров, его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха Евгений Алексеев. 10 секунд остается в первом периоде бороться Авелову Дамдинову. Но стоит, ждет. Все, да, первый период завершается. 30 секунд на отдых. А на ковре Б второй период начинается схватки между Хабаровым и Алексеевым. На ковре А полуфинальный поединок ведут в красном трико Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, в синем Александр Авелов, Республика Саха. На ковре Б предупреждение получил Никита Хабаров и 30 секунд. Очень остро сейчас будет развиваться эта схватка на ковре Б. На ковре А пока второй период без действий. Без оцененных действий, да? Но Жаргал Дамдинов все-таки прессингует больше. Он захватил центр ковра. И контролирует все движения соперника, не дает атаковать. И за ковер выталкивает соперника. 4-0 ведет. А на ковре Б 1,5 минуты остается до конца. И ведет Евгений Алексеев за счет того, что последний балл он набрал. Никита Хабаров сейчас должен активнее работать. Это борьба за выход в финал, так что чемпиону республики надо
свое имя оправдывать. Да, пытается он, конечно, атакует, напирает на соперника, но Евгений Алексеев, опытный Евгений Алексеев, не дает ему ничего пока сделать. Арбитр дает ему устные замечания, чтобы не хватался за пальцы, не уклонялся от борьбы. Последняя минута пошла на ковре Б, так же как и на ковре А. Пока Александр Авелов, да, в ноги проходит Никита Хабаров на ковре Б и за ковер выталкивает, балл зарабатывает. Это уже похоже на победный балл. Ну, минута почти уже еще есть у Евгения Алексеева в запасе. Последняя минута на ковре А. Александр Авелов пока ничего не может противопоставить Дамдину Жаргалову. Жаргалов, конечно, в хорошей форме подошел. Борьба за путевки и за медали чемпионата Дальнего Востока. Да, чуть было сейчас не перевел за ковер на ковре Б Евгений Алексеев, но защитился Никита Хабаров. 15 секунд, там последние 10 сейчас отсчитывается. Евгений Алексеев очень здорово атакует, но не хватило. Александр Авелов проходит в ноги, но Жаргалов защищается, и 4-0 завершается эта встреча. Дамдин Жаргалов выходит в финал. Жаргал Дамдинов, Республика Бурятия, и выходит в финал. На ковре Б победу одержал Никита Хабаров. И Хабаров тоже выходит в финал. А сейчас на ковер А выйдут Петр Константинов и Андрей Гатауллин. На ковре Б перерыв. Петр Константинов, Андрей Гатауллин. Полуфинальный поединок. Весовая категория до 61 килограмма. Петр Константинов выходит в центр ковра. Ждем выхода Андрея Гатауллина. У Андрея Гатауллина, если не ошибаюсь, также большие успехи были и также в юниорских возрастах, ну и на взрослом уровне тоже есть успехи, у него медали. Ну, давайте посмотрим. Очень интересная это будет встреча за выход в финал весовой категории до 61 килограмма. Победителя ждет схватка с Жаргалом Дамдиновым. У них 6 схваток. 6 схваток. Арбитр устное замечание делает Петру Константинову. Ну и 30 секунд отсчитывает Петру Константинову за пассивное ведение борьбы. 15 секунд.
Балл у Андрея Гатауллина. 0-1. Последняя минута первого периода. Тоже активнее призывает бороться уже Андрей Гатауллин, арбитр. Действительно, пока ни одного действия. Борцы пока не рискуют, не идут в атаку, изучают свои возможности. Проходит в ноги Гатауллин. Андрей пока, да, 2 балла забирает, 3-0 завершает эту атаку. Работает сейчас Паркер, 25 секунд еще бороться в первом периоде. Защищается Петр Константинов, но счет уже 3-0. Завершается первый период. На ковре А 3-0 ведет Андрей Гатауллин. Полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Петр Константинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Андрей Гатауллин. Второй период начался, и, конечно, сейчас Петру Константинову надо какие-то ходы придумать свои, попробовать рискнуть, потому что 3-0 уже ведет его соперник. 30 секунд дают Андрею Гатауллину на атаку за пассивное ведение борьбы. Очень резкий, быстрый борец тоже Андрей Гатауллин. Один балл у Константинова. Минута 40 еще бороться. Но будет, конечно, сейчас рисковать Петр. В захвате пытается работать сейчас Петр, и получается это у него. Переводит соперника и выходит за спину. Работает сейчас в партере. 3-3 счет встречи уже. Ну, сейчас в выигрышной позиции Петр Константинов за счет того, что он последним набрал 2 балла. По идентичному сценарию по сравнению с первым периодом проходит эта схватка, но уже со стороны Петра Константинова. В первом периоде сначала по предупреждению взял 1 балл Андрей Гатауллин, а уже потом 2 балла взял своей атакой. Также свои баллы набрал и Петр Константинов во втором периоде. И 40 секунд остается до окончания этой встречи. Сейчас уже Андрей Гатауллин в позиции догоняющего. Ему надо сейчас набирать баллы за эти 30 секунд. Очень сейчас большое напряжение будет и на ковре. Проходит сейчас, пытается пройти в ноги. Защищается Петр. 20 секунд остается. 20 секунд.
15. 10 секунд остается. 10 секунд. Так, попытался бросок сделать. И за спину выходит Петр Константинов. Очень грамотная победа от одного из лидеров нашей сборной. 5-3 завершается эта встреча. Петр Константинов выходит в финал весовой категории до 61 килограмма. Очень красивая и тактически грамотно выстроенная схватка в исполнении Петра Константинова во втором периоде. И сумел он выйти в финал и оспорить золотую медаль в схватке с Жаргалом Дамдиновым. Да, зовут сейчас на ковер борцов весовой категории до 92 килограммов. Фарид Кезимов, Еврейская автономная область, и Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Да, Петр, конечно, здесь задал жару, конечно, ну, очень сложно у него был соперник, сильный соперник, но сумел все-таки 5 баллов набрать На ковер приглашаются Фарид и выиграть Кезимов, эту схватку. Александр Халыев. 92 килограмма уже. Третий круг. Фарид Кезимов, Александр Халыев. Далее будет схватка между Артемом Сивцевым и Сергеем Николаевым. Ну а в четвертом круге Елбаскин Андрей и Александр Халыев в случае своих успешных выступлений в третьем круге будут оспаривать золотую медаль в этом весе. Также противостояние между Республикой Бурятия и Республикой Саха-Якутия. У меня посмотрим, что сейчас покажет Александр Халыев. Ну, в неплохом он готовности подошел к этому чемпионату. Две предыдущие схватки выиграл с хорошим запасом. Не заставил нервничать болельщиков. Фарид Казымов представляет Еврейскую автономную область. Александр Халыев проходит в ноги, но пока оцененных действий нет. Защищается Казымов. «30 секунд Кезымову отсчитывает первый балл Александра Халыева. Даже 2 балла сейчас набирает Александр. И плюс за пассивное ведение его соперника 3-0 идет. Еще раз напомню, что
У нас не будет перерыва на обед. Борьба будет идти до конца, до розыгрыша всех медалей во всех весовых категориях. Но мы уже даже близки во всех весах к финальным схваткам. На ковре Б сейчас, как вы видите, перерыв, и там уже начнется в скором времени решающие схватки в других весовых категориях. Здесь в весовой категории до 92 килограммов 5 участников, и в 5 кругов проходит соревнования. Александр Халеев уже третью свою схватку проводит, и для него соревнования завершатся уже в следующем круге во встрече с Андреем Елбаскиным из Бурятии. В случае, если он выиграет вот эту вот встречу с Кизымовым, тогда он будет оспаривать золотую медаль. Весовой категории Пока он без 90 поражения идет. килограммов поединок ведут в красном Так же, как и представитель Андрей команды Елбаскин. Еврейской автономной области Фарид Кизимов. Его соперник в синем трико Александр Халыев. Команда Республики Саха-Якутия. Еще раз напомню, что в весе до 61 килограмма в финал вышли Аршар Галдамдинов, Бурятия, и Петр Константинов, Республика Саха. Ну и в весе до 70 килограммов в финал вышли Волонтеры, Алексей подойдите, Боревицкий, пожалуйста, Республика на ковер Бурятия, Б. и Константин Копрынов. Волонтеры, Еще одно противостояние двух подойдите на ковер сильнейших Б. школ Дальнего Востока. В весе 92 килограмма, в котором мы с вами наблюдаем финал, могут выйти также На ковре представители Якутии и Бурятии начинается Александр утешительный Халеев поединок и весовой Андрей категории Елбаскин. До 61 килограмма в весовой категории представители команды до Республики Саха 125 Манчары и килограммов Никита Леонид Хабаров Куян. и Андрей Аронов оспорят золотую медаль в финале Дальнего Востока, чемпионата Дальнего Востока. В 79 килограммов мы ждем полуфинальных схваток. Ждем мы схватки между Туменом Бадиевым из Республики Бурятия и Германом Устиновым из Республики Саха-Якутия. В нижней сетке в полуфинале встретятся Тимур Николаев и Аюр Дондуков, также представители Бурятии и Якутии. Вот такие у нас сегодня дела. Такой расклад. Очень много интересных схваток будет ждать нас именно в финальных стадиях турниров. В каждом весе. Отличная атака от Александра Халыева, и 7-0 уже он ведет. У меня уже, в общем-то, сомнений не было в том, что Александр сможет эту схватку выиграть. Ну и На ковер Б приглашаются выйдет, Манчары и по сути, в Ильинов. финал в этом весе. Куяман Куян. На ковре А победу одержал Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Артем Сивцев, Сергей Николаев, представители команды Республики Саха.
На ковре А продолжается третий круг весовой категории до 92 килограммов. На ковре в красном трико Артем Сивцев и в синем трико Сергей Николаев, оба борца сборной Якутии. На ковре Б утешительные схватки весовой категории до 61 килограмма между Ильиновым и Буян Буяманом. Манчары Ильинов ведет со счетом 4-0. И может выйти в малый финал с Александром Авеловым. А нет, с Андреем Готовым. Буян Буяман 2 балла сейчас зарабатывает. 4-2. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма утешительный поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Манчара Ильинов, Буяман Буян. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут представители команды Республики Саха-Якутия Артем Сивцев, Сергей Николаев. На ковре А второй период весовой категории до 92 килограммов. Третий круг. Артем Сивцев и Сергей Николаев. Пока ведет Артем Сивцев. На ковре Б жаркая схватка в утешительной встрече между Манчарой Ильиновым и Буян Буяманом. Ведет Манчар Ильинов 4-2. На ковре предупреждение за пассивное ведение и 30 секунд на активные действия у Артема Сивцева. На ковре Б
30 секунд уже отсчитывает Манчара Ильинову. Артем Сивцев за отведенное время успел вытолкнуть за ковер соперника и 1 балл заработал. 2-0 ведет на ковре А. Ну а на ковре Б уже счет минимальный. Разрыв 4-3 в пользу Ильинова. Ну и последняя сейчас минута в скором времени начнется. Буян Баяман будет сейчас уже более активно работать, конечно. Артем Сивцев доводит время, счет 3-0, минута 40 до конца встречи. Буян Баяман проходит в ноги, последняя минута. Пока оцененных действий здесь нет. 2 балла Ильинову, да? Нет, Баяну. И 5-4 выходит вперед Буян Баяман. Ну и тут на ковре Б счет 5-5 на табло. Сейчас арбитры, в общем, какой-то спор ведут. Видимо, чуть было не травмировался сейчас Манчар Ильинов. Счет 5-5 на ковре Б. И очевидно выигрывает Манчар Ильинов. Очень активно атакует сейчас Буян Баяман. И 1 балл зарабатывает за 14 секунд до окончания встречи. 6-5. Уже Ильинову надо атаковать сейчас. 9 секунд, 8. На ковре А победу одержал Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. 2 секунды, нет, все. Буян Баяман в очень тяжелом поединке выигрывает встречу со счетом 6-5. В весовой категории до 61 килограмма победу одержал Буяман. На ковре А победу одержал Артем Сивцев. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Полуфинальный поединок. Тумен Бадеев, Республика Бурятия, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Ну и долгожданная встреча в полуфинале весовой категории до 79 килограммов на ковре А между Туменом Бадеевым из Бурятии и Германом Устиновым из Республики Саха-Якутия за выход в финал по весовой категории до 79 килограммов. Сразу после этой схватки Тимур Николаев и Аюр Дандуков, также Бурятия и Якутия. Свисток, начинаем.
Первая минута проходит без оцененных действий. Больше на расстоянии, да, сейчас боролись спортсмены. Нет пока активных завязок, или проходов в ноги. Тюменбадиев в первом круге одержал победу над Сосото Раяном из Хабаровского края, а Герман Устинов выиграл у Николая Константинова. «30 секунд» отсчитывает Герману Устинову. Попытка прохода в ноги от Германа. Герман пятикратный чемпион Дальнего Востока, победитель международного турнира Дмитрия Петровича Коркина. И медали у него были на этом турнире. Первый балл у Тюменбадиева. И 30 секунд остается до окончания первого периода. В таком осторожном ключе ведут поединок спортсмены. Была одна попытка прохода в ноги от Германа Устинова, когда отсчитывали 30 секунд. И вот начинает арбитр уже подсказывать более активно бороться Артему Бадееву, что вполне тоже логично. Он уже показывает свою активность, начинает, но в первом периоде последние секунды мы отсчитываем. И полминуты на отдых спортсменам. На ковре П пока перерыв. На ковре А весовой категории до 79 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико представитель команды Секундирует Тюменбадиев. Его Герману соперник Устинову в синем трико представитель Владимир команды Григорьевич Республики Яковлев. Саха-Якутия Герман Устинов. Кстати, Владимир Григорьевич недавно на днях отметил юбилей, с чем мы его и поздравляем. Один из самых тоже титулованных наших тренеров, воспитал 2 призеров чемпионата мира. Тренер Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Второй период. Пока уступает Герман Устинов по счету. Арбитр уже, да, активнее призывает бороться. И 30 секунд дает Тюменбадиеву. В общем, очень равная схватка пока. Атакует Тюменбадиев. Секунды. И сейчас Герман Устинов сравнивает счет 1-1. 1-1 и выходит вперед в этом противостоянии. 1 балл еще. Штраф, да, показывает арбитр. Полторы минуты остается.
Герман, конечно, будет сейчас уже выжидать атак соперника, ловить на контратаках. Вряд ли он сам будет рисковать, тем более, что минута с лишним только остается. Да и схватка в целом проходила равная. Тюменбадиев уже будет сейчас рисковать, конечно, будет вынужден рисковать. Последняя минута. Предупреждает, что нельзя хватать за пальцы, да, соперника, и предупреждение получает Устинов. 30 секунд остается. Проход в ноги от Тюменбадиева. Пытается за ковер вынести соперника, и получается это. У него 13 секунд остается до конца встречи. 2-1 ведет Тюменбадиев. Герман сейчас, да, понимает, что времени очень мало, и, в общем, сразу со свистка он пытался пройти в ноги, но 10 секунд всего остается. Защищается его соперник. Пытается за ковер опять же вытолкнуть или сделать бросок. 3 секунды остается. И нет, накрывается сам. Здесь оцененных действий уже нет. И победа за Тюменбадиевым, который выходит в финал в весовой категории до 79 килограммов. Победил Тюменбадиев, Республика Бурятия. Вот опасность, конечно, Финал. ухода в защиту. В очередной раз мы видим, что На ковер эти приглашаются тактические Тимур игры Николаев, могут Республика заканчиваться Саха, очень плачевно. Аюр Дандуков, Республика Бурятия. Ну и второй полуфинал в этом весе. Тоже борьба между спортсменами из борцовских республик Якутия и Бурятия. Тимур Николаев и Аюр Дандуков. Тимур Николаев в красном трико, его соперник Аюр Дандуков в синем. Аюр Дандуков в первом круге одержал победу над Денисом Максимовым, а Тимур Николаев выиграл досрочно у Эмиля Рамазанова из Хабаровского края. Ну, пожелаем, конечно, удачи Тимуру Николаеву. Хотелось бы, чтобы вышел в финал Тимур Николаев. Хотя бы с той точки зрения, что будут бороться борцы из разных регионов за золотые медали. Вышел в финал Тюменбадиев из Бурятии. Если Тимур Николаев сейчас выиграет, то очередное противостояние будет между Якутией и Бурятией сегодня. В январе Тимур Николаев
стал серебряным призером чемпионата республики, уступив на последних секундах Константину Власову. Очень обидное было поражение, конечно. Первый балл на счету Тимура Николаева за счет пассивного ведения схватки его соперника Аюра Дандукова. Проход в ноги Тимура Николаева. Но пока оцененных действий здесь нету. И поднимает спортсменов арбитр. 1-0 за 43 секунды до окончания первого периода. Напомню, что на ковре Б сейчас у нас перерыв, и только вот краем камеры вы можете видеть схватку на ковре А. Можете переключиться на ковер А. Здесь уже есть своя камера, тоже две камеры работают. ЦСП Триумф на каждом ковре. Первый период завершается. 1-0 в пользу Тимура Николаева. В категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Тимур Николаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Аюр Дандуков. Заключительная трехминутка полуфинальной встречи. Тимур Николаев, Аюр Дандуков. Проход в ноги. Очень здорово, очень красиво прошел в ноги. И 2 балла зарабатывает Тимур Николаев этим действием. 3-0 ведет. И хороший скрестный захват. 5-0. 5-0. Отличная атака от Тимура. Хорошо настроенным вышел, да, Тимур Николаев. Вот перед его глазами как раз его хороший друг тоже Герман Устинов проиграл. Ну, схватка была равная, конечно, но уже шел в защиту в концовке, за что и, в общем-то, поплатился. 7-0 ведет Тимур Николаев. Решил он судьбу свою взять в свои руки, не доводить дело до скользкого счета. И очень уверенно сейчас выигрывает эту схватку Тимур Николаев. Прессингует соперника. И сейчас за ковер пытался вытолкнуть сейчас Сергей Тимур Николаев, но ушел, почувствовал середину, рабочую зону и ушел Аюр Дандуков, но здесь он поплатился за это 2 баллами. 9-0 ведет Тимур Николаев, работает опять же в скрестном захвате, и красивая победа 11-0 в полуфинале от Тимура Николаева. Поздравляем с выходом в финал. И очередное противостояние между Республикой Саха и Бурятия будет в финале в этом весе, что
конечно, ковре А вызывает начинается повышенный интерес. четвертый круг. В Два весовой региона. категории до 92 килограммов приглашаются Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. И считайте, Александр сейчас Халыев, финал Республика Саха. весовой категории до 92 килограммов. Два спортсмена, которые идут без поражения, встретятся в четвертом круге соревнований. И, по сути, это финал. Выигравший станет обладателем золотой медали весовой категории до 92 килограммов. На ковре А, все внимание, в синем трико Александр Халыев, Республика Саха, Якутия, Татинский улус, и его соперник Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Сразу же начинается поединок. Прессингует Александр Халыев. Центр ковра за ним. Пытается навязать свою борьбу Александр. Но мы знаем, что Александр Халыев в целом-то никогда и не занимался практически вольной борьбой. Он мастер в национальной борьбе, один из лучших борцов в тяжелых весах. Ну и в вольной борьбе он себя тоже довольно успешно показывает. Сейчас в январе он был хозяином бронзовой медали на чемпионате республики. Ну и сейчас на чемпионате Дальнего Востока он пока идет без проигрыша. 3 круга, 3 победы. В случае победы над Андреем Елбаскиным он становится чемпионом. Да, первый балл сейчас будет у Александра Халыева. Предупреждение Елбаскину. Ну, Андрей Елбаскин тоже очень ровно проводит этот турнир. Выиграл все схватки в первом круге. Одержал победу над Фаридом Кезимовым из Еврейской автономной области. Далее выиграл у Сергея Николаева, Республика Саха-Якутия. Потом в третьем круге он отдыхал, а в пятом круге после этой схватки он будет бороться с Артемом Сивцевым. А пятый круг для Александра Халыева будет свободным. То есть это уже последняя его схватка на этом турнире. И он может набрать максимальное количество баллов, если выиграет эту схватку. Первый период, видимо, завершится с этим счетом 1-0 в пользу Александра Халыева. Ждем 30 секунд. Ну и в других весах тоже начнутся скоро На ковре А финальные весовой схватки у категории нас. до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. В синем Александр Халыев, Республика Саха-Якутия. Второй период. И снова в центре ковра Александр Халыев показывает, что он активно борется. Это понятно, сейчас надо работать и на арбитров в том числе, потому что может дать опять же предупреждение.
пытается забрать инициативу сейчас Андрей Елбаскин. За ковер выталкивает и 1 балл зарабатывает Андрей Елбаскин. Две минуты остается. Проходит в ноги, но очень хорошо сейчас мог взять 2 балла. Да, 2 балла показывает, да. Хотя руководитель ковра сколько? Да, показывает, что не было там. Ну да, там не до конца он сделал этот прием. Надо было, конечно, доводить до баллов. Очень хорошо на самом деле защищался и контр. Прием провел Александр Халыев. Минута 20. Надо И еще раз за ковер выталкивает. 2-1. Андрей Елбаскин. Как-то надо нагнетать сейчас Александру Халыеву. Поднимать, наверное, будет сейчас арбитр. Да, минута остается. Не надо сейчас время тратить, да, на такой захват. 55 секунд. Свисток. И сразу в атаку бросается Александр Халыев. 50 секунд. Не осталось разве сил на последний рывок, на попытку атаки. Понятно, что он больше провел схваток в этой утренней части, чем его соперник. На одну схватку больше. 30 секунд остается. И за спину сейчас вышел Андрей Елбаскин. 4-1 уже. 25 секунд. 24, 23. 20 секунд остается. Да. Восемнадцать, 17, 15 секунд остается. Попытался бросок сейчас сделать Александр Халыев. 2 балла зарабатывает, но уже поздновато. 5 секунд всего остается до конца встречи. Да, 2 секунды. Все. 4-3. Андрей Елбаскин выигрывает эту встречу. На ковре А весовой категории до 92 килограммов. Видимо, но у него еще одна схватка впереди с Артемом Сивцевым в этом случае. Ну, посмотрим, как там посчитают. Но он уже очень близок к золотой медали. А Александр Халыев только одно поражение. Очень равная была борьба. Но не очень опытен, конечно, он в вольной борьбе. И что действительно сказывается. Нет у меня сомнений в том, что он мог выиграть эту схватку. Был близок к этому. Несколько ошибок. Ну, в целом тактически не очень, конечно. Я думаю, что вместе с тренером они разберут эту схватку тоже. Посмотрят. И необходимые уроки извлекут. Так, ждем, когда объявят спортсменов. А на ковре А продолжается 4-й круг весовой категории до 92 килограммов. Фарид Кезимов, Еврейская автономная область, и Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. Отсюда не ушли.
На ковре А в четвертом круге весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Еврейской автономной области Халид Кизимов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Артем Сивцев.
В весовой категории до 92 килограммов чистую победу на туше одержал Артем Сивцев, Республика Саха, Якутия. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, участники соревнований, гости, начинаются финальные поединки чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе в городе Якутске. На ковре А борьба за третье место весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Дмитрий Аксенов, Александр Авилов, представители команды Республики Саха, Якутия. На ковре Б борьба за третье место весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Буяман Буян, Республика Саха, Андрей Гатаулин, Республика Бурятия. Итак, уважаемые болельщики, начинаются финальные схватки второго соревновательного дня чемпионата Дальнего Востока. Весовая категория до 61 килограмма. На ковре А Дмитрий Аксенов и Александр Авелов. На ковре Б Буян Буяман и Андрей Гатаулин. Андрей Гатаулин уже первые 4 балла заработал в первые 30 секунд. Ну а на ковре А спортсмены только выходят. Дмитрий Аксенов и Александр Авелов на ковре А, на ковре Б Буян Буяман и Андрей Гатаулин. Буян Буяман держит за ногу своего соперника. Пытается заработать свои баллы. Но здесь 2 балла, конечно, есть. 2-4 в пользу Гатаулина пока. На ковре Б. На ковре А 30 секунд отсчитывают Александру Авелову. Здесь в финале встретятся Жаргал Дамдинов и Петр Константинов.
Еще одна результативная атака от Андрея Гатауллина. Еще 2 балла зарабатывает в первом периоде и 6-2 ведет на ковре Б. Гатауллин опять атакует сейчас, но пока здесь оцененных действий нет. И да, время заканчивается. 6-2 ведет Андрей Гатауллин. На ковре А Дмитрий Аксенов первый балл набрал, второй сейчас. И 2-0 ведет в первом периоде. Республика Саха, Андрей Гатауллин, Республика Бурятия. На ковре А поединок за 3-е место весовой категории до 61 килограмма ведут Дмитрий Аксенов, Александр Авелов, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б начинается второй период финальной встречи 61 за бронзовую медаль. Биен Бияман сейчас пытался пройти в ноги. Это ему удалось, в принципе, но пока баллов это ему не приносит. И сейчас арбитр поднимет спортсменов. На ковре А также второй период начинается схватки между Аксеновым и Авеловым в малом финале. Дмитрий Аксенов проходит в ноги. Ну а здесь снова Биен Бияман пытается на ковре Б перевернуть соперника. Надо ему вытащить сейчас ноги. Андрей уже Гатауллин сейчас атакует. Может оказаться сейчас в опасном положении Биен Бияман. И да, поднимает и бросок делает Андрей Гатауллин. 8-2 ведет уже схватку. Пытается работать в партере. Не да, защищается Биен Бияман. Нет, все-таки да, 2 балла еще. 10-2 счет. Андрей Гатауллин ведет. И туше. Чистая победа Андрея Гатауллина. Рычаг Милза тоже. На ковре Б Во втором периоде и чистую победу бронза одержал Андрей Гатауллина Гатауллин, Андрея. Республика Бурятия, и становится бронзовым призером чемпионата. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Жаргал Намдинов, Республика Бурятия, Федор Константинов, Республика Саха. Борьба за первое место. На ковре А тем временем сравнял счет Александр Авелов. И последняя минута сейчас идет. 2-2. А на ковер Б приглашаются финалисты в этом весе. Жаргал Дамдинов и Петр Константинов. Проходит в ноги Дмитрий Аксенов. 47 секунд. Есть у него время, чтобы эту атаку результативно закончить. Пытался сейчас бросить его соперник, но оказался внизу. И 4-2 ведет Дмитрий Аксенов. 2 балла здесь взял. И в опасном положении сейчас держит соперника. 26-25 секунд остается до конца встречи. А на ковре Б центральный поединок в этом весе.
В красном трико Жаргал Дамдинов, в синем трико Петр Константинов. Смотрим все внимание к ковру Б, центральному ковру. Напомню, путь финалистов сегодня. Всего в этом весе было 13 борцов. На ковре А победу одержал Дамдинов Жаргал Дмитрий начал схватку с 1/4 финала и выиграл у Дмитрия Аксенова. Затем в полуфинале одержал победу над Александром Авеловым. Петр Константинов начал в стадии квалификации с победы над Манчарой Ильиновым, затем одержал победу над Буяном Буяманом и в полуфинале в очень непростой схватке выиграл у Андрея Гатаулина, который стал бронзовым призером, так же как и Дмитрий Аксенов. В этом весе два медалиста уже известны, Гатаулин и Аксенов. Ну а сейчас перед нами Жаргал Дамдинов, призер чемпионата России, мастер спорта международного класса, и Петр Константинов, призер первенства мира. Петру Константинову сейчас предупреждение от арбитра, 30 секунд на активное действие. Проход в ноги от Жаргала Дамдинова. И сейчас, наверное, только в качестве... Опа! Как красиво пытался сейчас уйти Петр Константинов, но не получилось. 2 балла все-таки заработал Жаргал Дамдинов. Ведет Дамдинов. И 50 секунд до окончания первого периода. Жаргал Дамдинов, конечно, и на чемпионате России будет в малых весах одним из сильных борцов. Точно. Петр Константинов принимал участие на международном турнире Дмитрия Петровича Коркина. К сожалению, до призовых... Не Коркина, извините. В феврале, январе он принимал участие на турнире Ивана Ярыгина в Красноярске. Но, к сожалению, до медали не добрался. Ведет Жаргал Дамдинов. Поединок за первое место в весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Жаргал Дамдинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов. Но Петр Константинов и в полуфинале, да, выступал со счетом 3-0, ровно с таким же счетом, но в итоге 3-3, а затем уже в концовке еще 2 балла заработал. 5-3 завершился полуфинал. Но здесь, конечно, это будет сделать гораздо сложнее. Жаргал Дамдинов лидер сборной, наверное, уже можно сказать, Республики Бурятия. Проход в ноги. Ну, тут опрометчиво кинулся Петр, конечно. Но здесь оцененных действий сколько? 4 балла показывает арбитр. 7-3. Что там показывает руководитель ковра?
4. И челлендж от Петра Константинова. Вот здесь буду смотреть видеоповтор. Арбитры и здесь, наверное, действительно 2 балла. Скорее. Мы смотрим тоже повтор. Счет 3-0 показывает. Да, 3-0 и 2 минуты 20 секунд до окончания встречи. Снова атака от Жаргала Дамдинова. Стремительная атака и 5-0. 2 минуты остается. Секунд Жаргалу Дамдинову. Ну и последняя минутка сейчас пойдет. Один. Да, в контратаке сейчас чуть было не пропустил атаку от Дамдинова Петр. 30 секунд остается, но уже надо ему рисковать. Только 4-бальный бросок ему дает шанс на победу в этом финале. Но Жаргал Дамдинов все контролирует. Даже за ковер сейчас не заступил, да? Арбитр не свистит. 10 секунд остается. Да, все.
Жаргал Дамдинов, чемпион На ковре Б нашего турнира. весовой категории до 61 килограмма победу Петр одержал Константинов Жаргал с серебряной Дамдинов, медалью Республика Бурятия, в весовой категории до и 61 становится килограмма. чемпионом Дальневосточного федерального Поздравляем, округа. ребят. На ковре А борьба за третье место в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются представители команды Республики Саха Константин Ефимов, Егор Захаров. На ковре Б борьба за третье место в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Вальтер Владимиров, Республика Саха, Саян Жекземаев, Республика Бурятия. Да, сейчас уже финалы весовой категории до 70 килограммов. На двух коврах будут проходить схватки за бронзовые медали. На ковре А Константин Ефимов и Егор Захаров, оба спортсмена сборной Республики Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико Вальтер Владимиров, Республика Саха. В синем трико Саян Жекземаев, Республика Бурятия. Но мы больше внимания, конечно, уделим ковру Б, где из разных команд спортсмены будут бороться. Вальтер Владимиров и Саян Жекземаев. Вальтер Владимиров в первом стадии квалификации уступил будущему финалисту Константину Капрунову. Ну а в утешительной схватке выиграл у Нюргуна Андреева и будет бороться за бронзу. В этом весе было 13 борцов. Жекземаев Саян начал с 1/4 финала. И в четвертьфинале он одержал победу над Миргустаном Ивановым и уступил Константину Капрунову. «30 секунд отсчитывает Вальтеру Владимирову. На ковре А первый балл у Ефимова Константина. На ковре Б первый балл у Жекземаева. А на ковре А бросок на 4 балла от Егора Захарова и чистая победа борца в синем трико. И становится он обладателем бронзовой медали. Егор Захаров, поздравляем. Одержал Егор Захаров, Республика Саха-Якутия. Становится обладателем бронзовым призером. путевки на чемпионат России, с чем мы его и поздравляем. В финале мы увидим схватку между Алексеем Боровицким и Константином Капруновым сразу после этой схватки. Пока счет в пользу гостя из Бурятии Саяна Жекземаева. Секунд на отдых. На центральном ковре весовой категории до 70 килограммов поединок за третье место ведут в красном трико Вальтер Владимиров, Республика Саха, в синем Саян Жекземаев, Республика Бурятия.
Чемпионы, призеры весовой категории до 61 килограмма, просьба подойти, подготовиться для проведения церемонии награждения. Жаргал Тамгинов, Петр Константинов, Дмитрий Аксенов, Андрей Гадаулин. Второй период. «30 секунд» отсчитывает Саяна Жикзамаева. Один счет за 2 минуты до окончания встречи. Проход в ноги пытался сейчас сделать Саян Жикзамаев. Но ему надо, конечно, да, сейчас, ну да. Пропустил эту атаку и 3-1 ведет Жикзамаев. В партере защитился Вальтер Владимиров. Теснит своего соперника и зарабатывает 1 балл Вальтер Владимиров. Последняя минута сейчас пойдет, даже если сравнять сейчас счет Вальтер. Счет будет не в его пользу. Обязательно набирать 2 балла. Да, хорошая сейчас атака. Мог сейчас заработать 2 балла, но пока нет оцененных действий. Да, цеплять надо. Надо сделать бросок сейчас, попробовать. Опа, отличный бросок. На 2 балла, 4-3 счет. И удерживает в опасном положении. Может даже чистую победу. Чистая победа Вальтера Владимирова. Блестящий бросок. И, конечно, очень зрелищная схватка получилась, концовка. Поздравляем Вальтера Владимирова с победой в малом финале и бронзовой медалью чемпионата Дальнего Востока. На ковре Б борьба за первое место в весовой категории до 70 Ну и ждем мы главный финал в этом весе, в весе до 70 килограммов. Республика Бурятия. Представитель Республики Бурятия Алексей Боровицкий и спортсмен сборной Республики Саха-Якутия Константин Капрунов. Очень опытный борец Алексей Боровицкий. Просьба подготовиться на награждение. И Константин Капрунов. Начинается финал. Все внимание к центральному ковру, ковру Б. Проход в ноги Боровицкого. 2 балла. Сейчас нет. Защищается Константин. Какая завязка. Пытается сейчас за спину. Оказывается за спиной своего соперника Алексей Боровицкий. 2 балла зарабатывает все-таки в этой атаке. Интересная была завязка. Работает в партере.
Защищается Константин Капрынов. 2 балла. Показывает. Да. Челлендж бросает с угла Алексея Боровицкого. Требует еще, видимо, 2 балла. Первой атаки. Нет, видимо, спортсмен не поддержал челлендж. И схватка продолжается. Еще одна попытка прохода в ноги от Боровицкого. В пятку пытался пройти сейчас Капрынов, но, видимо, эта схватка будет обоюдоострой, с большим количеством атак. Ни один спортсмен не застаивается, активно работает. Константин теснит, опять же, прессингует соперника по всему ковру. Ну зачем сейчас свистеть-то было, когда атаковал Константин Капрынов? Призывает активнее бороться. Не знаю, зачем прерывать такой атак. И снова в центре ковра Константин Капрынов. Последняя минута первого периода. Снова пытается пройти в ноги Алексей Боровицкий. За пятку пытался взять Константин. 40 секунд еще бороться в первом периоде. И бросок издалека от Алексея. Снова попытка. 20 секунд. Очень напряженная схватка финальная. Скажу, что равная борьба, наверное. Ну и за счет опыта, конечно, Алексей Боровицкий очень здорово защищается. Ну и атака в первые секунды была действительно хороша. Заслуженно сейчас ведет Алексей. На ковре Б поединок за первое место весовой категории до 70 Егор килограммов. Пономарев Поединок дает ведут наставление красным своему Алексей Боровицкий, своему подопечному. синим Константин Капрынов, Республика Саха-Якутия. 3 минуты еще. Вот Егор Пономарев. Напомню также, что в марте в Якутске в ЦСП «Триумф» также пройдет первенство Дальнего Востока по вольной борьбе. Надеемся, что к тому времени разрешат соревнования допускать болельщиков. Очень опасно сейчас атаковал тоже Алексей Боровицкий, но вовремя успел уйти. Журнал Дамкинов, Андрей Катаулин. Просьба подойти на награждение. — 30 секунд дают Боровицкому на атаку. Опа, отличная атака. 2 балла, да? Ну, арбитр... Что там? 1 балл? Два балла все-таки, да. Ну, мне кажется, здесь хороший бросок был. И снова челлендж.
Жаргал Давгинов, Андрей Катаулин. Просьба подойти на награждение. Ну, не знаю, сейчас арбитры разберутся. И снова вернули, да, по-моему, челлендж. Да, все-таки будут просматривать видеозапись этого броска. С рабочей зоны был произведен, мне кажется, бросок. Какие-то надо быть возражения. 2 балла. Мне кажется, есть. Да, 2 балла. Все верно, 2-2 счет. Ну и 19 секунд еще остается у Боровицкого на то, чтобы набрать балл. Призывает арбитр к центру ковра борцов. Боровицкий отходит, все, свисток. И три. 2 счет. Капрунов в пользу Капрунова. Там. Опять челлендж кидает, но потому что там циферблат, да, не двигался, но все верно. 3-2 в пользу Капрунова сейчас. 2 минуты до окончания схватки. Очень напряженная и равная борьба в финале весовой категории до 70 килограммов. Уважаемые любители вольной борьбы, так как отсутствует видеоизображение, по решению судей синего борцу присуждается 2 балла. И бросок от Алексея Боровицкого, да? 6-3 счет. На 4 балла оценили его. Минута 35 остается. Минута 20. По возможности надо, конечно, сейчас набирать баллы, потому что 4-бальный бросок на счету Боровицкого. Пятку проходит Константин Капрунов. Поднимает и упускает эту атаку. Минута еще есть. Бросок на 4 балла, наверное, только может помочь, ну, или дважды. По 2 балла. Надо готовить атаку. 40 секунд. Конечно, очень... Опа! Какой бросок сейчас сделал на 4 балла Константин Капрунов. 30 секунд остается. В опасном положении. А снова свистит арбитр. Не дал сейчас дать. Снова челлендж летит со стороны угла Капрунова. Не принял арбитр. 7-6 ведет, 26 секунд. Еще остается бороться. Вот это финал, настоящий финал. Сегодня мы с вами видим. Самая, наверное, напряженная схватка первого дня. Проходит снова в ноги Алексей Боровицкий. Пытается за ковер вытолкнуть Константина Капрунова. Держится пока Константин, но за спину сейчас. Да, 1 балл все-таки взял. Балл взял. И 10 секунд всего остается до конца встречи. Но за счет качества, я так понимаю, сейчас ведет все равно Константин Капрунов. 10 секунд остается. Да, атакует Боровицкий. Пытается сделать бросок. И счет 7-7. Вот это схватка, вот это финал. Поздравляем Константина Капрунова с победой. Почему еще? Челлендж выиграл Константин? Или нет?
За счет качества, я так понимаю, должен был выиграть. Потому что, да, сейчас будут смотреть. Не знаю, арбитры что там решат. Ну, даже сам Алексей Боровицкий в последних секундах шел в атаку. Он понимал, что вроде как он проигрывает. И Константин вроде тоже так думал. И я тоже так думал, в принципе. По качеству вроде я так понимаю, что выиграл Константин Капранов. Ну, 1 балл, конечно, в концовке отдал. Но по качеству должны смотреть, я так понимаю, да. 4 балла и 4 балла. Конечно, но мне кажется, здесь вообще разночтения не должно было быть. По последнему действию победа По последним присуждается действиям Алексею все-таки, да. Боровицкому, Республика Боровицкий Бурятия. выиграл. Ну, интересно, не знаю. Алексей Боровицкий становится чемпионом. Ну, поздравляем Алексея Боровицкого. В любом случае, очень интересный финал. Арбитры наверняка приняли правильное решение. Опытные судьи. 70 килограммов. Победа у Алексея Боровицкого. Ждем сейчас, я так понимаю, церемонию награждения весовой категории до 61 килограмма. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 61 килограмма чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе в городе Якутске. Церемония награждения весовой категории до 61 За килограмма. третье место бронзовой медалью награждаются Дмитрий Аксенов, Республика Саха, Андрей Канаулин, Республика Бурятия. За второе место серебряной медалью награждается Федор Константинов, Республика Саха. За первое место золотой медалью награждается Жаргал Камгинов, Республика Бурятия, мастер спорта международного класса. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 61 килограмма. В общем, проконсультировались мы с арбитрами по поводу финала весовой категории до 70 килограммов. Как мне объяснили, два броска было, ну, по броску на 4 балла было и у Боровицкого, и у Капранова, так что по качеству, в общем, ничья, и по последнему действию победа у Боровицкого. Приглашаются Сосо Тараян, Хабаровский край, Сейчас Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. малые финалы весовой категории до 70 килограммов. Борьба за третье место весовой На ковре А будут бороться Сосо Тараян, Хабаровский край, и Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. А на ковре Б, в центральном ковре, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, и Аюр Дандуков, Республика Бурятия. Ну, мы больше, конечно, внимания уделим ковру А. Сосо Тараян, Хабаровский край, в красном трико, и в синем трико Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Ну а в финале нас ждет схватка между Туменом Бадиевым, Республика Бурятия, и Тимуром Николаевым, Республика Саха-Якутия. Ну, согласитесь, самая жаркая схватка была сегодня в весовой категории до 70 килограммов. Нескольких секунд не хватило, конечно, Константину Капранову. Чуть-чуть, наверное, опыта, именно соревновательного опыта. Итак, на двух коврах у нас малые финалы весовой категории до 79 килограммов. Герман Устинов проходит за спину.
Наверняка он зол на себя за проигранный полуфинал. 2 балла. Пытается сейчас в партере отработать Герман. И 2 балла еще зарабатывает. 4-0. 8-0. 10-0. Ну да, вот эта схватка, конечно, за 1,5 минуты завершилась. Германа Устинова мы поздравляем с бронзовой медалью. На ковре А чистую техническую победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б уже поле уже Дандуков. Аюр 4-0 ведет. Еще 2 балла, 6-0. Не-не-не, вы сами сказали, там чек. Не так просмотрел. Я ничего не даю чек, не могу отдать чек. Вот 6-0 счет встречи. Видишь, как я увидел? Я увидел, что он почти уже был. 4 балла сделали. Еще 2 балла у Аюра Дандукова. 8-0 счет. И второй малый финал в этом весе до 79 килограммов может завершиться сейчас досрочно. Да, небольшую травму, видимо, да, Рамазанов получает. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. 2 хабаровчанина вышли в малый финал в этом весе. Герман Устинов уже за 1,5 минуты выиграл у Сосота Раяна. Здесь Аюр Дандуков из Бурятии тоже уверенно ведет со счетом 8-0. Ну и ждем финала, где встретятся Тюмень Бадиев, здесь Бурятии, Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. Да, продолжается схватка. Эмиль Рамазанов готов продолжить схватку в малом финале. Секунд до окончания первого периода. Ну и бросок. 4 балла Рамазанов оценили. 2 балла, да? Еще Рамазанову. 6-8 уже счет встречи. Рано мы уже отдавали победу Дандукову. Рамазанов после перерыва уже 6 баллов успел взять. И активно работает. Сравнял счет 8-8. Вот это да. И даже сейчас 2 балла еще выходит вперед. 10-8.
Вот это да. Видимо, слишком рано расслабился Аюр Дандуков. Думал, уже победа в кармане, но нет. Видимо, мы видим завершение только во втором периоде, да. В борьбу за третье место в весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Халамовского края Эмилий Рамазанов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятии Аюр Дандуков. Аюр Дандуков с первых секунд уже начинает работать и сравнивает счет 10-10. И снова травма, да? Дает о себе знать Эмиля Рамазанова. Нет, все-таки, да, видимо, сильные боли, болевые ощущения. Продолжается схватка. 10-10. Дандуков или с рабочей зоны там бросил? Нет, все-таки 1 балл Дандукову. 10-11. Бросает челлендж. Видимо, кто? Просмотр будет сейчас повтора. Да, и еще 1 балл добавили Дандукову за челлендж. И 12-2 ведет Аюр Дандуков. Но что ни говори, Рамазанов парень бросковый. 10 очков успел набрать
в первом периоде. Во втором уже более осторожно себя ведет Дандуков. Осмотрительный. Еще один бросок оценили, который на 4 балла. Вот это да, Эмиль Рамазанов. Снова выходит вперед в этой встрече. И снова челлендж. Челлендж снова. Вот это да, столько бросков, да, от Рамазанова. Снова проигрывал и вновь бросок на 4 балла, и вновь он выходит вперед. Эмиль Рамазанов, несмотря на травму, в общем, такой настоящий финал. Борьба за бронзовую медаль. Спрашивают у бокового арбитра тоже мнение. Счет остается неизменным, 14-12. Выигрывает Эмиль Рамазанов. И еще один бросок на 2 балла уже, 16-12. И переворот накатом, 18-12. Свисток 20. Два раза набрал и 20-12. За 36 секунд до окончания. Вот это да, вот это камбэк, да. 0-8 проигрывал Эмиль Рамазанов в первом периоде. И сейчас уже ведет со счетом 20-13, 1 балл взял все-таки сейчас. Аюр Дандуков будет пытаться сейчас снова делать броски, но еще один только балл. 22-14 уже табло показывает. Видимо, такого соотношения баллов ведет 8 баллов Эмиль Рамазанов. Ну, наибольшее количество баллов было разыграно вообще, наверное, по ходу нашего чемпионата в этой встрече. Еще 1 балл, 15-22, 20 секунд остается. И бросок еще один на 4, да, или сколько? 19. 23. 19, мне кажется, да? 23-19. При том, что травмирован был Эмиль Рамазанов. 12 секунд всего остается. Пытается снова на бросок сейчас пойти Аюр Дандуков. 5 секунд остается. 1 балл набирает. 20-23. 4 секунды остается. И 1 бросок только. Даже 2 балла, да, за уклонение от борьбы. 21-23. Такого соотношения. 43 балла уже было разыграно в этой встрече. Тем более в малом финале. Наверное, мало когда такое видели. И еще 2 балла. 25-21. Вот это да.
Со счетом 25-21 победу одержал Эмиль. Поздравляем Эмиля Рамазанова, поздравляем команду Хабаровского края с бронзовой медалью чемпионата Дальнего Востока. Вот эта встреча. Характер показал, конечно, Рамазанов и выиграл бронзовую медаль. Тюменбадиев, Республика Бурятия, Тимур Николаев, Республика Саха. Ну и финал в этом весе до 79 килограммов. Борьба за золотую медаль. Тюменбадиев, Республика Бурятия, и Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. Наверняка и спортсмены сами заждались, очень долго продолжался вот этот малый финал. Алексей Боровицкий, Константин Капрунов, Тимур Николаев Саха, выходит. Вальтер Владимиров. Просьба подойти на награждение. Начинается у нас финальная схватка. Тимур Николаев и Тюменбадиев. Ну и узнаем мы имена золотых медалистов в весе до 92 и 125 килограммов сегодня вечером. В весе до 92 килограммов остался заключительный 5-й круг. Там 2 схватки будут проведено. А в весе до 125 килограммов Андрей Аронов и Никита Хабаров оспорят золотые медали. 3-е место у Евгения Алексеева, с чем мы можем уже поздравить его. Так, ждем. Бадиеву 30 секунд сейчас отсчитывают. (1-0) ведет Тимур Николаев. У нас идет финал. Проход в ноги от Тимура Николаева. Пытается уйти Бадиев. И уходит. Из очень сложной ситуации сейчас выбрался сухим из воды Тимур Бадиев, Тюменбадиев. Тимур Николаев атаковал. Спасибо.
И завершается первый период со счетом 1-0 в пользу Тимура Борьбу за Николаева. первое место в весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Тумен Бадиев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Тимур Николаев. Начинается у нас второй период финальной встречи. Тимур Николаев ведет со счетом 1-0. Gamber, Timur, kalada, bukulah, bawa garis. Bukulah, tricep, masif, garis, masif, raste, garis. Four. Контролла, четко. Завелись. Еще 30 секунд отсчитывает Бадиеву Тумену за неактивное ведение схватки. Несколько секунд остается. 2-0 в пользу Тимура Николаева. Но этот финал уже такой гораздо менее зрелищный. Очень осторожно схватку ведут спортсмены. Все атаки разбиваются от защиту, и пока активных действий нет. Ну, единственная атака вот была в первом периоде, когда ушел Тумен Бадиев с захвата ноги. И сам в опасном положении не оказался. Sama. Tamam. Sebagaimana kallarnya, Один балл зарабатывает Тумен Бадиев за счет предупреждения своего соперника. 20 секунд остается в этом финале. Тимур Николаев сейчас уходит в защиту. 14 секунд. 14 секунд пойдет отсчет. Он, конечно, будет атаковать Тумен Бадиев. 5 секунд. 4, 3, 2. И все, да. Тимура Николаева. Он приносит еще одну золотую медаль в копилку сборной республики Саха. Становится чемпионом весовой категории до 79 килограммов. Сейчас пройдет церемония награждения весовой категории. Начинается торжественная церемония награждения чемпиона и призеров весовой категории до 70 килограммов.
место. Бронзовой медалью награждаются Егор Захаров, Вальтер Владимиров. Республика Саха-Якутия. За второе место серебряной медалью награждается Анатолий Антонов. Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Алексей Малинский. Республика Беларусь. Поздравляем чемпиона и призеров весовой категории до 70 килограммов. На ковер Б, на пятый круг весовой категории до 92 килограммов приглашаются Андрей Ласкин, Республика Бурятия, Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. На ковер А сейчас приглашают борцов весовой категории до 92 килограммов, где пройдет заключительный пятый круг. Встречается Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия, Саня Сивцев, да? Артем и Андрей Елбаскин. Андрей Елбаскин и Артем Сивцев, Бурятия и Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Сергей Николаев, Республика Саха-Якутия. И все-таки поменяли, да? Сергей Николаев и Фарид Кизимов. Андрей Ласкин, Артем Сивцев, ковер Б. Да, Ковер Б. поменяли ковер. На ковре Б будут бороться Андрей Лбаскин и Артем Сивцев. На ковре А будут бороться Сергей Николаев и Фарид Кизимов. На ковер А приглашается Сергей Николаев. Сергей, как? Николаев Казимов. Николаев Казимов. Ввиду снятия врачом Фарида Кизимова победа присуждается Сергею Николаеву, Республика Саха-Якутия, весовая категория до 92 килограммов. Вот, объявили о том, что Фарид Кизимов снялся в связи с травмой, и Сергей Николаев одерживает победу в пятом круге. Ну и заключительная встреча в этом весе — это встреча между Андреем Елбаскиным и Артемом Сивцевым. В случае победы Андрей Елбаскин обеспечивает себе золотую медаль. Baskıda. Это болеет, ендуровый бит. После этой схватки мы видим финал весовой категории до 125 килограммов между Андреем Аруновым и Никитой Хабаровым. Тимур Николаев, Тюмен Бабиев, Герман Повтор Усманов, финала Евгений чемпионата Рамазанов. республики этого Просьба года. найти награждение. Артему Сивцеву сейчас 30 секунд.
Onu size bütün vereceğim. Doğru var mı? Çok adı ne? Sakallı da. Çok adı. O şeydi. Ben baktım da. Baktım da. У Елбаскина первый балл. Gidiyorlar. 30 секунд до окончания первого периода. Yaklaşıyorsunuz. Kanlısınız. Sovyet'te kanlısınız. Ya kadar. Gitmeye bak. Ulan askerim ben. Elinde başlıyorlar. Ne oldu gibi? Çok önemli oyuncu. Yine de o kadar bir şey de taşın ne? Чемпионата. Taşın bir de. Güzel. Bir diğer nedir? Однако время в пятом круге весовой категории до 90 килограммов. Поединок ведут Андрей Маскин, Республика Бурятия, Артем Сивцев, Республика Саха-Якутия. Тимур Николаев, Тумен Вадиев, Герман Устинов, Ирина Рамазанов. Просьба подойти на награждение. Так, второй период. Андрей Елбаскин ведет 2-0. И еще один перевод. Елбаскин 4 встречи. Переворот. 6. 8. Андрея Елбаскина мы поздравляем с золотой медалью нашего чемпионата. Сборной Бурятии уже третья золотая медаль во второй соревновательный день. Весовая категория до 90 килограммов. Очень хороший показатель. Ну и, по всей видимости, у Александра Халыева серебряная медаль. Поздравляем, ну остальные медали. Арбитры подскажут. Судьи. Ну и весовая категория до 125 килограммов мы ждем финал. Сейчас церемония награждения весовой категории до 79 килограммов. Тимур Николаев.
боец. Начинается церемония награждения чемпиона и призера весовой категории до 75 килограммов. За третье место бронзовой медалью награждается Герман Русинян из Республики Ильин Рамазанов, Арабская Италия. За второе место средней медалью награждается Юрий Владимир, Республика Бурятия. За первое место золотой медалью награждается Егор Николаев, Республика Саха-Якутия. Поздравляем чемпиона и призера весовой категории до 79 килограммов. Итак, на ковре Б. Борьба за первое место в весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Аронов и Никита Хабаров. Итак, заключительная схватка второго соревновательного дня нашего чемпионата. Супер тяжелая весовая категория до 125 килограммов. Два представителя сборной Республики Саха-Якутия. Чемпион и призер весовой Андрей категории Аронов до 92 и Никита килограммов. Хабаров. Просьба подойти на награждение. Ковер Б. Все внимание ковру Б. Повтор финала чемпионата республики. Два молодых борца, два тяжеловеса, Андрей Аронов и Никита Хабаров. Практически грамотно болит. Чемпионат Дальнего Востока, финальная схватка. И на этом мы завершаем наш чемпионат. Начинается схватка. Артем Сивцев, Александр Халыев, Андрей Елбаскин. Просьба подойти на награждение. Напомню, в финале чемпионата республики на туше смог выиграть Никита Хабаров. Андрей Аронов в прошлом году был призером абсолютного чемпионата России. Чемпион России по пляжной борьбе. Победитель и призер всероссийских также турниров. Здорово прибавил Андрей. Один из самых тоже перспективных наших борцов в тяжелом весе. Вместе они тренировались в училище Олимпийского резерва. В общем, очень хорошо друг друга знают, конечно. Андрей Аронов сейчас предупреждение. 30 секунд. И
Хабарова. Последняя минута первого периода. Предупреждает арбитр борца в синем трико. Призывает бороться активнее тоже. Ну и это все может закончиться тоже во втором периоде. Счетом 1-1 уже в концовке. Центр ковра, Никита. Ну, посмотрим. Пока такая вязкая борьба. Без технических действий, особенно сейчас. 30 секунд. Если нужен, Андрей. Раз тебе на Никита, да? Перерыв. Финальный поединок в весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико Андрей Аронов, в синем Никита Хабаров. Представители команды Республики Саха-Якутия. Андрей Ласкин, Александр Халыев, Артем Сивцев. Просьба подойти на награждение. Бороться действию нужен, Андрей. И высоко стоишь. Андрей, на голову работай. Так, второй период. Никита Хабаров Вот сразу так, показывает свою Борис, активность. вот так, Борис. Конечно, ему надо Не сейчас дергай постоянно. Вот сюда. более активно атаковать, потому что сейчас арбитр может уже предупредить его, секунд засчитать, и уже он окажется в роли догоняющего. Поэтому сразу с первого секунд второго периода идет вперед. Буквально, конечно. Понимает Андрей, хороший пробужен, прием нужен. Дергай под себя. ступени. Все, это вот хорошо. На него иди, на него. Тебя Никита, то кто вода? Андрей Аронов сейчас должен добавлять в темпе, рисковать, Нам атаковать. не Никита. Думай, Андрей, думай, думай. Уверенно начинай, когда начинаешь до конца. Вот хорошо, до конца. Ноги Андрей. Что там пускаешь в угол? Вставай на колени, вставай! Вставай на колени! Никита Хабаров сейчас очень здорово пытается за спину соперника, но пока держится Андрей. Да, взял 2 балла Никита Хабаров. Тогда 3-0 уже ведет. И стал сейчас Еще раз. партия Когда работать. спускаешь ноги, Еще раз давай, вот так дергай. Еще раз. И здесь уже Голову, дергай, дергай. выступает. Собраться, Андрей, время есть. Время есть. Бороться, Вот собраться. так дергай, постоянно дергай. Вот так можно. Прием нужен. Евгений Алексеев, просьба приготовиться к награждению.
финала. Андрей, собрал центр до конца. Ход опять в ноги. Пытался сейчас пройти Андрей. Запустился, 50 секунд. Никита все еще не отдает центр ковра. Глухую защиту. Снова за спину переходит Никита Хабаров. 5-0. Очень уверенная схватка от Никиты Хабарова. Ни одного балла еще не отдал своему сопернику. И 5-0 ведет эту схватку. 30 остается. Близок к золоту чемпионата Дальнего Востока Никита Хабаров. К золоту чемпионата республики он может добавить и золотую медаль федерального округа. Стать сильнейшим борцом 11 регионов. Да, поздравляем Никиту Хабарова с этой победой. Андрей Аронов становится серебряным призером. Поздравляем борцов. Еще одна золотая медаль в копилку сборной республики Саха-Якутия. Две золотые медали у нас сегодня. Это Тимур Николаев и Никита Хабаров принесли золотые медали. Ну и, конечно, очень здорово показали себя борцы. Из Бурятии сегодня Андрей Елбаскин 92 килограмма, Алексей Боровицкий до 70 килограммов и до 61 килограмма Жаргал Давнинов. На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Всего доброго, крепкого здоровья и хорошего настроения. До свидания. За второе место среди награждается Александр Владимирович, Республика Саха-Якутия. За первое место золотой медалью награждается Андрей Елбаскин, Республика Бурятия. Поздравляем чемпионов и призеров весовой категории 90 килограммов. Никита Хабаров, Андрей Аронов, Евгений Алексеев. Просьба подойти на награждение.
Московского федерального округа по борьбе завершается. До новых встреч!